So good morning. Доброе утро всем. Jignasus. Jignasus in Sanskrit terms, one who seeks the knowledge, the true knowledge. Это слово на санскрите означает того, кто ищет знания. Jignasus, one who wants the liberation, one who looks for the real knowledge is called Jignasus in Sanskrit term. Hence you are here to want to know about yourself. То есть вот этим вот термином джигнясу называется человек, который хочет достичь просветления, который ищет истинного знания. Ну, как следствие, поскольку вы здесь все находитесь, значит, вы хотите получить истинное знание. So we start the session by chanting Pranava 3 times, the Omkar. Значит, и начинаем мы сессию, пропеваем пранаму 3 раза. We all chant together. Вместе все. So there is a technique in chanting the Pranava Om. То есть существует определенная техника пропевания Ом. The Pranava has its own special feature that it has 3 syllables. Akar, Ukar and Makar all together we call it as a Omkar. То есть вот акар, укар и макар все вместе они называются звуком Ом. То есть это определенная техника пропевания звука Ом. Why the 3 syllables, 3 letters? It signifies the 3 doshas. Почему 3 гласные? Они символизируют собой 3 доши. So the A letter goes below the navel region, the Vata. То есть звук А – это область ниже пупка, вата доша. U letter goes from navel to the chest. Звук У – это от пупка до грудной клетки. And the M letter is Kapha region. И М, звук М – это горло и все, что выше. So whenever we chant the Om, we are not supposed to start with O. We have to start with A. Поэтому, когда мы поем звук Ом, мы не должны начинать со звука Ом, мы начинаем со звука А. When you chant A, you should feel the energy passes in the lower parts. Когда вы пропеваете звук А, вы должны чувствовать, как энергия проходит по нижним областям тела, нижним частям You have to тела. concentrate on the Vata region. То есть вы должны концентрироваться на области ваты. And when you chant U, it's in the chest. Когда мы поем У, это в грудной клетке. And then M in the face, in the head, the above region, head and neck. Ну и звук М – это голова и шея, верхняя часть. While you're chanting Pranava, you have to change from Akar to Ukar very slowly, like this. So you have to end like this. Делать нужно подобным образом, то есть от звука к звуку, от акара до укара надо переходить очень плавно и медленно. Don't change immediately from A. Some people used to do like this. Так делать не нужно. Should not happen. Так случаться не You должно. have to change very slowly. Вы должны менять очень медленно. By slowly bringing the lips together like this. Then gently close the lips. То есть вы очень мягко вначале сводите губы вместе, а потом также мягко закрываете. As per the evolution theory, Pranava is the root cause for all the creations. That is what the Vedas says. Что касается теории эволюции, веды говорят о том, что пранама – это коренная причина всего существования. Because if we take the Panchamaka Bhutas, Если взять панчамахабхуты, the Akasa is supposed to be the most subtlest Bhuta. Акаш предполагается, что Акаш, то есть пространство, это самая тонкая пхута. The property of the Akasa is the sound, И свойство Акаша – это звук, which presents in our ear. который находится в наших ушах. So when the cosmos come to exist, first the Akas was there. From the Akasa, because of the emptiness, there was a sound like Pranava Om, it started. From that the air comes, from the air, when the air
flows, there is a heat. The heat produces, because of the heat, the water comes, and then water, the earth comes. This is the theory, how the earth come to the existence. То есть это теория, как, собственно говоря, начала существовать Земля. То есть когда космос стал проявляться, вначале существовало только акаш, пространство. Из-за того, что это было пустое пространство, там существовало только вот этот звук, аум, это вот пранава. И, собственно говоря, из пранавы возник второй элемент, это ветер. Из-за него появился огонь, по причине огня возникла вода, ну и уже в конце концов возникла Земля. То есть вот такая теория существует в аюрведе о возникновении Вселенной. So we all chant like Aum, okay? То есть все мы поем аум. Понятно? Sit straight. Сядьте прямо, Close your eyes. глаза закрыты. Just I'll give the instruction. When I say inhale, when I say start, you start all together. Доктор Мадаван будет давать инструкцию, то есть когда он скажет «начинаем», мы все вместе одновременно начинаем. Don't go beyond your capacity. Не надо пересиливать свои возможности. Okay, inhale deeply. Хорошо, глубоко вдыхаем. Little more louder. Немножечко громче. Inhale. Вдох. Start. Начинаем. Inhale. Вдох. Start. Начинаем. So this is the prayer which goes for pranayama. Следует далее идет молитва, посвященная пранаяме. Pranasyedam vaset sarvam tridiveyat pratishchitam mateva putran rakshasva srischa pragyascha vitehinayiti. Am Shanti Shanti Shanti. Okay, open your eyes. Глаза открываем. Okay, so anyway, in the evening we are going to have the CD presentation because there is so much light, so we can't have the CD. Вечером у нас будет презентация. Сейчас достаточно много света, поэтому мы не можем посмотреть CD. Some theoretical thing. Некоторые теоретические вещи. That we will have it in the evening. Но это будет вечером. So from this we directly move to the practical aspect of pranayamas today. А сейчас мы сразу переходим к практическим аспектам пранаямы. Сколько времени всего? 3 часа у нас, то есть, да. Миша, когда мы должны закончить утреннее занятие? Во сколько? Прибавляй к 11:30 часа. 2:15. 2:15. 2:15. Ну, я 3 часа. 2:30 мы должны выйти. Не, мы можем и задержать, просто у нас перерыв будет меньше. So we all start with the Nadi Shodhana Pranayama. Мы все начинаем с Нади Шодхана пранаямы.
the basic fundamental pranayama. Это базовая фундаментальная пранаяма. So the pranayama technique goes like this. Техника самой пранаямы заключается в следующем. So we should take any comfortable meditative sitting posture. Вы принимаете любую удобную медитативную сидячую позу. And adopting chin mudra in your left hand. Левая рука в чин мудре. Any mudra you want. Okay, it's not necessarily the chin mudra. If you want, you can have the chin mudra or you can have the chinmaya mudra. Doesn't matter. По большому счету не важно, какая мудра, можно чинмая мудру делать, как вам удобнее. Не обязательно это должна быть чин мудра. Whichever is comfortable for you. То, что удобно для вас. And then in the right hand, you should have the nasika mudra. Правая рука это насикагра мудра, насика мудра. So in this, you have to fold your index and middle finger. Надо согнуть указательные и средние пальцы. So you should fold the thing with the thumb. You know, this area you have to have the grip like this. Don't bend. Don't keep like this. Вот так делать не нужно, нужно именно согнуть и постараться прижать пальцы. So the finger you have to bend this metatarsal joint first. Вначале первую фалангу мы сгибаем, вначале мы сгибаем первую фалангу, вторую и так далее. Bend like this. Yes, something like that. Что-то вот вроде этого. Don't bend the fingers simply like this. You won't get the grip at all. So you may feel the pain, you may feel discomfort. То есть не нужно вот таким образом просто пальцы сгибать, тогда у вас будет перенапряжение, и вы можете устать, почувствовать усталость, напряжение. And then bend like this. Yes. And then take the ring finger on your little finger. И потом безымянный палец мы на мизинец кладем. It should be together. Они должны быть вместе. They should not be like this. Не так. Don't keep the fingers like this. И вот так тоже не надо. Okay, some people used to do like this. They're not supposed to do. Okay, so. Так делать не нужно. But when you keep on practice, it becomes all right. First, initially, it will be little hard, tough, maybe. Вначале будет, может быть, немножечко сложно, некоторое напряжение, но потом вы привыкнете. Here the thumb goes for the right nostril. Большой палец закрывает правую ноздрю. And then the little finger goes to the left nostril. Мизинец закрывает левую. So where we have to close below the bone. Here we have the bone. Где мы Now the должны, bone here, we have the bone. где мы должны And закрываться? then bring Здесь. from here to slowly bring it down. Then there is a bend. There is an end to the bone. Где мы должны закрывать? So there you have to close, not somewhere here. It's wrong. If you are closing here, then it's wrong. You need to give more pressure. Где мы должны перекрывать? Вот там, где заканчиваются две кости и начинается, собственно говоря, So you сама have to плоть, close там надо under the закрывать. bone. But don't give much force. Но не надо Just- слишком сильно давить. If you give little pressure, it closes. Небольшое надавливание, и проход уже закрывается. If you want to close here, then you have to give more pressure like this. Если вы будете закрывать вот здесь, где доктор Мада вам показал, вам нужно больше прилагать силы, давление. So regarding the ratios and everything, we see after the presentation. I will tell detail in the CD presentation. I have given everything in detail. So we start with little in the morning. We go somewhat intense in the evening. Maybe tomorrow we'll have full sequence of intense pranayama tomorrow. Значит, в том, что касается подробностей и соотношения вдоха, выдоха, задержки, об этом более подробно доктор Мадаван расскажет вечером, когда будет презентация. Ну и занятия будут проходить примерно так. То есть вначале, сейчас мы позанимаемся немного пранаямой, вечером, так сказать, это более будет интенсивное занятие, а завтра мы сделаем полный курс интенсивных пранаям от начала до конца.
maybe after seeing the presentation, you will get clear knowledge about it. Theoretically, you get all the knowledges about the pranayamas. Когда вы посмотрите презентацию, в принципе, вы как бы получите общие, основные теоретические знания о пранаяме. So how we have to start the Nadi Shodhana Pranayama? Так, как мы должны начинать Нади Шодхану пранаяму? Try to keep your right nostril closed first. Close your right nostril. Закрываем правую ноздрю. With the thumb of the right finger. Большим пальцем правой руки. But you have to use only the tip of the finger. You have to use only this area. Но только эту область нужно использовать при закрывании, кончик, вершину пальца. You are not supposed to use this area. Вот эту часть использовать не So bend нужно. the finger like this. То есть согните пальцы вот таким образом. And then hold. And then close under the bone. Держите его таким образом, и потом закройте под костью. If you have the long nails, then it will hurt you. Если у вас длинные ногти, Better you have to cut the nails. если у вас длинные ногти, то может навредить If you вам. want to have a better pranayama, just cut the nails. Поэтому лучше ногти отрезать. Если вы хотите хорошо практиковать пранаяму, ногти отрежьте. So keep the left nostril open. Левая ноздря открыта. We have to start the Nadi Shodhana Pranayama always with the exhalation. Нади Шодхану пранаяму мы всегда начинаем с выдоха. Not only Nadi Shodhana Pranayama, all pranayama we have to start with exhalation. Не только Нади Шодхану, все пранаямы мы начинаем с выдоха. Exhalation. So first exhale through the left, Сначала выдох слева, and then again inhale through the same nostril the left, потом снова вдох через ту же ноздрю слева, and then close the left nostril, левую ноздрю закрываем, and then open the right, открываем правую, and then start exhale. начинаем выдох. So after the complete exhalation, После полного выдоха you have to inhale through the same nostril which you exhale. вам нужно вдохнуть через ту же самую ноздрю, из которой вы выполняли выдох. Inhale, and then after the inhalation, just open the left nostril and then exhale. Keep on doing it continuously. После этого сделали вдох, перекрыли правую ноздрю, открыли левую, сделали выдох. И таким образом продолжаем. So in the pranayama we have, as far as breathing concerned, we have three things. One is called inhalation, second one is retention, and the third one is exhalation. Когда мы говорим о пранаяме, мы учитываем три момента, три части. Мы говорим о трех частях пранаяме. Первая – это вдох, вторая часть – задержка, третья – выдох. If we ask what is breathing, one inhalation and one exhalation is called breathing. Если вы спросите, что такое дыхание, вот один вдох-выдох называется дыхание. So in pranayama, it's important that you have to do the kumbhaka, the retention. В пранаяме очень важно, чтобы вы выполняли кумбхаки, задержки. So other name of pranayama is also kumbhaka. You can say pranayama without mentioning the name pranayama. You can say kumbhaka. Kumbhaka itself is a pranayama. То есть еще одно название пранаяма – это кумбхака. То есть вы можете просто говорить кумбхака, и это само по себе уже значит пранаяма. Other name for pranayama is kumbhaka. Еще одно имя для пранаямы – кумбхака. So if you are doing pranayama without kumbhaka, you don't get much benefit. Если вы выполняете пранаяму без задержек, без кумбхак, большого эффекта вы не получите. Ну, всем понятна техника, да? Okay, so I'll give you the ratio, everything in the evening, how much thing, and I think today we are going to perform the maximum ratio is 1:4:2 is the ratio. That means the 1 part inhalation, 4 part retention, and 2 part exhalation.
But here we are going to do 1:3:2. Значит, более подробно, опять же, о соотношении доктор Мадаван вам расскажет вечером, и тогда же мы будем дышать пранаяму с классическим соотношением 1-4-2, то есть одна часть вдох, 4 задержка, 2 выдох. Но сейчас мы будем дышать соотношением 1-3-2, часть 1 вдох, 3 задержка, 2 выдох. So it means we are going to have for 4 count of inhalation, 4 счета вдох, 12 count of retention, 12 задержка, and then 8 count of exhalation. и потом 8 выдох. For 10 minutes, 10 минут. and then after that, if you have any questions, you can ask. После этого, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их задать. Okay, sit straight. Сядьте прямо, Keep the eyes closed. глаза закрыты. Mentally prepare yourself for the pranayama. Подготовьте свой ум к пранаяме. Mentally prepare yourself. Ask your mind to settle down on your breathing for another 10 minutes. Попросите свой ум успокоиться на вашем дыхании следующие 10 минут. Try maximum not to move your body. Старайтесь не двигать совсем своим телом. First, you should gain control over your physical, the body. Прежде всего, вы должны обрести контроль над своей физической составляющей телом. Only you can move the fingers Вы можете только пальцами двигать, by closing the nose. когда закрываете ими ноздри. No other movement elsewhere in the body. Больше нигде в теле никакого движения. Just order your mind. То есть прикажите своему уму. Gently close your right nostril with your right thumb. Мягко закройте правую ноздрю правым большим пальцем. Under the bone, in the nasal passage. Сразу под костью, носовой проход. Leave the left open. Левая открыта. And then exhale. И теперь выдох. Then inhale. 1, Вдох. 2, 3, 4. Close both nostrils. So just go. 1, Две ноздри 2, закрыты. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Open the right exhale. 1, Правую открыли, выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Withdraw. Inhale. 1, Вдох. 2, 3, 4. So just go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Withdraw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dog level. 1, 2, 3, 4. So just go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Withdraw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dog crawl. 1, 2, 3, 4. So just go. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dog. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Suggest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Suggest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Suggest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Suggest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Suggest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8. Do. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vidu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale and drop the hand. Вдох и руку отпускаем. Keep the eyes closed. Глаза закрыты. Gently open your eyes. Плавно открываем глаза. Is it comfortable? Комфортно вам? Difficult? Трудно, а? Little difficult or more difficult? Немного трудно или сильнее? At first, a little bit difficult. If your people are beginners, then it will be more difficult. Естественно, если люди начинающие, то вам будет труднее. But if you have already the experience about pranayama, then you will be more comfortable. Если вы уже имеете опыт в пранаяме, такое соотношение будет комфортным. Yes. Положение головы во время это ровно или это опущено, или вообще не двигается голова никак. Джаланхара, мулабанха и что делать, если одна из ноздрей, допустим, заложена? Получается, вдох длиннее, удлиняется. Вкладываться в этот счет или делаться настолько, сколько позволяет заложенный? First question is how the head. Head should be straight, Голова прямая. not bending down. Не сгибаем голову, не For наклоняем. example, if you are bending slightly, then what happens? There is a compression in the Sushumna nadi. For example, if the tube is like this, when you bend, it becomes like this. И что происходит, когда вы Instead of this, немного? the Sushumna nadi air passage will move like this. Then there is obstruction in the energy channel. И что происходит, So you когда have to keep ударили that. немного? While you are breathing, when you do the bandha, you have to. This is the first question. Голова должна быть прямая, пока вы дышите. Если вы делаете бандхи, естественно, вы голову опускаете. То есть, что происходит с трубкой? То есть, что происходит, допустим, с трубкой, даже если вы, что происходит, даже если вы немного наклоняете голову? Значит, тогда происходит излишнее напряжение и противодействие в сушумна нади, подобно трубке, да, когда вы прямую трубку хотя бы немножечко пытаетесь наклонить, уже из такой дырки получается вот такая, и движение затрудняется. The second question was regarding the bandhas. Yes. As I anyway, we will see all the things in the evening regarding the bandhas, everything with the presentation, we will see everything in detail. Regarding the bandhas, yes, we have to, when we do the kumbhaka, it's always better do with bandhas. В общем, подробности по поводу банд, как они выполняются, это опять же будет вечером во время презентации. Но если говорить в целом, то да, если вы выполняете кумбхи, хорошо делать бандхи, нужно. For that, you should know how to do the bandhas first. Но для этого вам прежде всего нужно знать, как выполнять бандхи. You have to learn the technique properly. Вы должны выучить правильно технику. Because Jalandhara bandha
it is not as easy as we study or as we say in the book, as we read. Поскольку, например, Джаландхара Бандха, она не такая простая, как нам кажется, да, или как мы видим в книгах или читаем. So most of the people are simply they were dropping the neck like this. Большинство They людей think that просто it's Jalandhara Bandha, but it is not so. Большинство людей просто опускают голову, опускают подбородок и думают, что это Джаландхара Бандха. Это не так. So when you are doing kumbhaka without the bandhas, for example, Например, когда вы выполняете кумбхаки без бандх, if there is a excess energy flow, sometimes it may affect your brain. если существует какой-то излишний, чрезмерный поток энергии, иногда это может повлиять на ваш мозг. So it's advisable to do kumbhaka with bandhas always. Поэтому советуют всегда выполнять кумбхаки с бандхами. One nostril. So as far as physiology concerned, not only the physiology, in general, always the one nostril will be partially closed. Ну, начнем с точки зрения физиологии, не только физиологии. В целом, одна ноздря всегда будет частично закрыта. Because for some people, the Surya Nadi will be open, that is the right nostril. У некоторых людей, допустим, будет открыта Сурья Нади, правая ноздря. Left nostril may be closed. А левая будет закрыта. In another 50 minutes to 60, 1 hour, it changes, it keep on changes. Но это постоянно меняется. То есть через следующие 50-60 минут, через час, это может измениться. Why it is? Почему? Разная активность. Постоянно меняется. Постоянно. От времени суток. Why? Почему? Ну, активность, пассивность, это напряжение, расслабление, ухаживание. That is in order to balance the heat and cold inside. Это происходит для того, чтобы сбалансировать жар и холод внутри. If one nostril open, if anything opens in the right nostril, if you breathe through always through the right nostril, if it goes, then naturally the heat produces more. Допустим, если вы дышите через правую ноздрю, это происходит постоянно. Естественно, возникает больше огня внутри тела. So if sometimes if your body wants to heat, then the Surya Nadi opens, the Chandra Nadi closes. Если вашему телу нужен жар, тогда Чандра Нади, левая ноздря, закрывается, Сурья Нади, правая ноздря, открывается. If the sufficient level heat comes, then it's like it's like a biofeed mechanism. That circuit cut like electric iron box. If you put for the cotton, once that heat comes, then naturally there is a cut in the circuit of the electricity. Similarly, once if the heat is gained, then automatically the right closes and the left opens. The left nostril goes. If the heat comes down more, if the cooling goes up, then this closes and it opens. Это происходит постоянно, подобно тому, как автоматически регулируется напряжение в электрической сети. То есть, когда жар в вашем организме достигает нужного уровня, автоматически закрывается правая ноздря, открывается левая, и ваше тело начинает опять же охлаждаться. Ну, в свою очередь, до нужного уровня, и так происходит постоянное переключение автоматически. It is in a normal physiology cases. Whereas in some pathological conditions, like nasal polyp or deviated nasal septum, то есть это происходит как бы в нормальных ситуациях, в нормальных случаях, когда человек здоров. Если у человека какие-то заболевания, например, полипы или искривлена носовая перегородка, in that case, always one nostril will be open. в этом случае всегда только одна ноздря открыта. So if you want to keep both nostrils open freely, before you do the pranayama, you can have some little back bending like ustrasana. If you keep on doing like this for some time, naturally block gets open immediately. Если вы хотите, чтобы у вас обе ноздри были открыты, перед практикой пранаямы можно практиковать небольшие простые прогибы типа уштрасаны. То есть если вы находитесь в прогибе какое-то время, автоматически обе ноздри открываются. If you have more block in one nostril, if you do back bending, something like this,
For a bit longer time, it opens immediately. Если у вас есть блок в одной из ноздрей, вы в какое-то время фиксируете, но чуть подольше прогиб, и тогда она автоматически откроется. So, any questions? Есть еще вопросы? Мария, а вот если выдыхаешь из левой ноздри гораздо дольше, чем из правой, это все время. Выдох из правой, он гораздо быстрее происходит. That's what the ratio will be the same, but she is telling that it's blocked. For inhalation, is it comfortable? For inhalation, 4 is comfortable, but it means it shows that her left nostril is free, the right nostril is somehow blocked. The right nostril is blocked, the left nostril is free. Further, she has to do more Ujjayi Pranayama. Ujjayi. If she did the Ujjayi Pranayama, we can move, we can close. For example, when she inhale through the right is comfortable, left is difficult. Yes, for example. Left goes 8, whereas right comes only 6. Yes. One thing. For example, if she breathes through the left nostril, if she closes like this, for right nostril she has to close more. So there should be more contraction. More they have to use the epiglottis. So she can, for example, through the right nostril, she can breathe freely through the right nostril. То есть как бы вот ответ был такой, то есть если у человека по-разному все-таки открыты ноздри все время, и, допустим, выдох через правую сторону происходит намного легче, чем через левую. Can you go and do it? Can I go and do it? Значит, на вас сейчас доктор Медован покажет. То есть, но общий ответ был такой, что когда вы, если у вас разный ток ноздрей через правую и левую ноздрю, допустим, через правую вы выдыхаете на 8, через левую на 6, когда вы выдыхаете через левую сторону, делайте просто уджай, это автоматически удлиняет ваш выдох, чтобы их сравнять. Easy. Fast here. Right. It's forward. Какая у вас ноздря? Через какую ноздрю выдыхаете? А у меня дыхание, у меня выдох. Не через какую? Через вот это. Right. Right? Yes. So it comes very long. Извиняйте. То есть, просто что произошло, просто как бы, You have to take this area. немножечко подтягивать вверх. Вот эту часть напрягать и тянуть вверх, тогда автоматически выдох идет. Можно сразу вопрос. А это не может быть связано с перекосом просто грудной клетки? У девушки левое плечо выше, правое ниже сидит она. То есть, если поменять переплетение ног, попробовать еще что-нибудь, может это повлияет? Вы имеете в виду в данном конкретном... Да, может быть из-за этого одной ноздрю легче дышать, чем другой.
also happen, but it's dominantly because of the acid base. Ну, такое тоже, в принципе, может быть, поэтому так тоже можно пробовать делать, да, но если все равно не получается, потому что чаще всего причина этого не в спине все-таки, а в том, что доминирует либо одна, либо другая ноздря, либо один, либо другой носовой проход. И пробовать нужно по-всякому. What you say it's correct. Maybe for in her case, because we can't say the pranayama as a overall. We have to see each and every person differently. То есть то, что вы сказали, это, возможно, правильно, допустим, вот в данном конкретном случае, но понятное дело, что каких-то общих правил для всех во время практики пранаямы мы выводить не можем, все люди разные. So in her case, it's her right nostril is more free than the left nostril. So she is not able to hold the breath, not able to minimize the breathing flow. So if she breathes little. То есть, допустим, в данном конкретном случае поток воздуха через правую и левую ноздрю разный, она не может сделать такой же длинный выдох, девушка. И поэтому, если она в этом случае, когда она выдыхает через более трудную для нее ноздрю, немножечко напряжет, вот так вот мышцы, то есть голову назад, как доктор Мудаван показывал, ей будет легче сделать длинный выдох. So a lot of people were doing Nadi Shodhana Pranayama with producing a lot of sound. Многие люди дышали на дишотхану и очень много большой звук производили. There should not be sound. Звука быть не должно. Можно спросить, вот мы отклоняемся, и две ноздри открываются, а что с энергией происходит? It's only slight changes in the physiology. Nothing happens in the energy system. Energy will be normal. В энергетической системе вообще ничего особого не происходит, просто небольшие изменения на физическом уровне. That is also for the open will start. It don't last for longer time. It's a period of short period only it lasts. То есть на самом деле вот у вас ноздря, просто у вас сначала ноздря откроются, но это не будет долго продолжаться. Вот вы прогнулись назад, ноздря открылась, это не значит, что она всегда будет открыта. Это будет продолжаться какой-то небольшой период времени, но потом обратно. Просто можно упасть в обморок, если так долго. You can lose your consciousness. You should do that for a long time. Да нет. It's like if you do the camel ustrasana. Допустим, если вы делаете уштрасану верблюда, It's a very comfortable posture. ну, комфортная поза. You breathe, it opens. Вы дышите, и она открывается. То есть имейте в виду не то, что вы пранаяму дышите в уштрасане, а что вы прогнулись назад немножко. It doesn't mean you have to stand like this. Any back bend. Любой, неважно как, любой прогиб назад. Because if one nostril suppose in her case, she tells that sometimes it makes disturbs. I can breathe only through, I cannot breathe through the left. It's very difficult. The mind used to start to think. Then you may not get the benefit of pranayama. Допустим, как вот в данном конкретном случае было, да, девушка думает о том, что вот через правую ноздрю я выдыхаю хуже, чем через левую. То есть она на эту тему начинает размышлять, и очень здорово включается ум. Если ум включен сильно, то вы можете не получить положительного эффекта пранаямы. Because when you do pranayama, it's very difficult in my nostril. The mind thinks only difficult. You don't concentrate on the pranayama. То есть вы все время думаете о том, что у вас что-то не так. То есть думаете о сложностях и не концентрируйтесь на пранаяме. А необходимо использовать в этой конкретной пранаяме только правую руку или любую? Yes. Да. Only you have to use the right hand. Только правая рука. Not only Nadi Shodhana Pranayama. Any pranayama, if you want to use the hand, you have to use only the right hand. И не только в Нади Шодхану пранаяме, в любой пранаяме, если вы используете какую-то руку, это должна быть правая рука. For example, if you are using the left hand, Используйте, допустим, then this левую. changes. Все меняется. Here the thumb goes to the right nostril. If you take here, the thumb goes to the left nostril. То есть если взять левую руку, большой палец уже будет закрывать левую ноздрю, а не правую, как в случае с правой рукой. Then you get disturbed. И вы, так сказать, имеете излишнее беспокойство. А что считается за один счет? В смысле, когда Ну какой прыжок? When we count, 1, 2, what is 1?
is 1 second. 1 second. Секунда. It's matra. Секунда, матра. А если трудно такое время выдерживать, начинать с какого времени нужно? So if it is difficult to keep this ratio, with what ratio you should begin? We reduce. Сокращаем. 3, 9, 6, something like. That we will see in the evening. Но подробности мы увидим вечером, мы просто сокращаем. That we will see everything regarding the ratios, regarding the benefits, the indication, contraindications, precautions, everything. Regarding all pranayama we see in the CD presentation in the evening. Ну вот вечером на вот этой вот презентации на CD будет подробно там показано о показаниях, противопоказаниях, положительных эффектах пранаям разных по поводу соотношения тоже. Но в данный момент доктор Мадаван предложил, допустим, сократить соотношение до 3, 9, 6, например. Вопрос, точнее даже два. Имеет значение, если мы делаем пранаяму в падмасане, как с какой ноги начинать, да, заплетать лотос? Это первый вопрос. Не имеет значения. Тогда второй вопрос. Для того, чтобы растянуть выдох, может быть, более под контролем каким-то, да, таким образом, имеет ли смысл не полностью открывать ноздрю на выдохе, да, а чуть-чуть приоткрывать или сохранить, наоборот, небольшое давление на нее для того, чтобы... Имеете в виду именно вот в этом? Да, именно, да. By closing here. Yes, but нет, так нельзя делать. Then you are forcing. You should have the control over here. То есть контролировать нужно вот в этой области. Ну, да. То есть с помощью уджаи можно контролировать длину выдоха. А уджай можно все-таки использовать во время... Yes. Да, конечно. То есть можно дышать уджай и при этом практиковать. You can use in pranayama where we use the hand. In what are all the pranayamas we are using the hand, you can use ujjayi pranayama. То есть во всех тех пранаямах, где мы используем руку, в той Like или Nadi иной форме, Shodhana, Surya Bedana. Нади Шодхана, Сурья Бхедана, вы можете одновременно дышать If you уджай. are using maybe Chandra Anuloma or Surya Anuloma pranayama, you can use always the ujjayi. Сурья Анулома, Чандра Анулома, пранаям. Whenever you hold the Везде. nose with your fingers, then you can use ujjayi. Во всех пранаямах, где вы используете руку для того, чтобы держаться за нос, вы можете Not использовать, in pranayama like Vastrika. но не в хастрике, естественно. Уджай можно контролировать выдох. Обязательно при этом уджай применять при вдохе, потому что хочется вдохнуть побольше. Или достаточно только уджая на выдохе. So, for example, if a person has problems on exhalation, if a person is trying to get another exhale, is it necessary to do ujjayi pranayama while inhaling? Because the person wants to working more. So, is it necessary when you do ujjayi? I don't understand. Okay, when you do ujjayi pranayama and practice Navishwatana, is it necessary to do ujjayi pranayama during inhale and exhale? Or you can just exhale with ujjayi and make a free inhale? You can make a free inhalation. Можно делать так, можно выдыхать с уджая, а делать нормальный вдох. It is in pranayama, the difficult portion is only the exhalation. То есть на самом деле в пранаяме трудный момент, в основном это выдох. All the people will feel difficult only in exhalation. То есть все люди чувствуют трудности только на выдохе. Maybe if the person can go for inhalation, maybe 10 counts, it's comfortable. Допустим, если He человек can вдыхает do на he 10, can do the kumbhaka maximum 40 seconds, no problem. Kumbhaka. But once if you open, it goes like this. допустим, если человек вдыхает на 10 секунд, это, в общем, легко. So, Сдержать потом дыхание на 40 секунд тоже нормально, ну, в общем, не так сложно. А когда ноздрю отпускает человек для того, чтобы выдохнуть, ну, делать резкий очень выдох. So the difficulty is always exhalation, exhalation, exhalation. That is why more emphasis you should give only to the exhalation. То есть основная трудность возникает на выдохе, поэтому вы больше внимания должны уделять своему выдоху. It depends how perfect you are in your ujjayi.
И на самом деле это зависит прямым образом от того, как хорошо вы выполняете уджай. So how you are using your epiglottis on your respiratory tract? That's the thing. Каким образом вы, эпиглотис, короче, каким образом вы сокращаете, сжимаете голосовую щель? So any questions? Еще есть вопросы? Маленький, не суть важно, но на всякий случай. С глазами здесь нужно вообще концентрация взгляда. Допустим, выдох влево, взгляд уводит влево. Вдох, взгляд поднимает там центр лба. Выдох вправо, взгляд уходит вправо. И вот это движение глазами, оно вообще, оно само по себе возникает, но нужно ли вообще такое? Или оставить взгляд в одной точке? Then you get headache. Если вы так будете делать, голова заболит. Нет, голова не болит, так очень хорошо, комфортно себя чувствуешь. Глаза, взгляд сам начинает ходить сам по себе вот это, влево, вправо. Но это не обязательно, то есть не нужно. Unnecessary strain. Unnecessary strain. Значения не имеет. Да, это значение не имеет, создает ненужное напряжение. It's unnecessary energy. Eye should be closed. Unnecessary energy expenditure by moving your eyeball unnecessarily. То есть вообще во время надишотхана пранаямы глаза должны быть закрытыми. Если вы в это время двигаете белка... Глаза закрыты, но да. взгляд сам по Ну, себе. да. Но вот он говорит, что если у вас глаза закрыты, начинают белки двигаться, но если сами по себе, пусть двигаются. А если вы начинаете сознательно двигать белками, то это создает ненужное напряжение и расход энергии. Whatever you do with the physical, without the expenditure of the energy, it's not possible. И что бы вы ни делали со своим физическим телом, невозможно сделать это, не потратив энергию. We are in pranayama, we are preserving the energy. Why should you unnecessarily move? Even for the fingers, it's not necessarily you have to move the fingers like this. То есть в пранаяме мы стараемся сохранить энергию. So you can do the pranayama like this. Расходовать энергию. You can do the pranayama like this. See. Смотрите, как можно делать пранаяму таким образом. So I did one round of pranayama. Это один круг пранаямы. Not necessarily you have to move the finger like this, like this. It's unnecessary. Пальцами не надо так Just you двигать. close, just you open. That's all. Просто Just you открывайте. release the pressure. That's Просто all. открывайте и закрывайте, ослабляйте We are not напряжение. going to show to any other person. Вам же не нужно это показывать другому человеку. На вдохе есть большое желание вдохнуть как можно больше воздуха, да, то есть полностью. А имеет ли смысл оставлять какой-то запас, не, свободных легких, не оставлять, или полностью вдыхать, насколько это возможно? You can take deep inhalation, but without force. Вы можете делать глубокий вдох, но You не do через the силу. inhalation with relaxed manner. То есть вы делаете полный Not вдох. necessarily. Так делать не нужно. If it becomes very big, then you are straining. Then there is a constriction in your respiratory passage. Если вот она очень сильно расширяется, становится очень большой грудная клетка, тогда в дыхательных проходах возникает напряжение и сопротивление. Поэтому вы делаете максимально полный вдох, но расслабленно. И должно возникать напряжение. Because the passage is very slow. Потому что они очень маленькие проходы. Very small. Маленькие. In a very small passage, you are trying to inhale more air. И вот в этот маленький проход вы стараетесь втиснуть как можно больше воздуха, вдохнуть. So because of the friction, the sound comes. Именно из-за сокращений вот этих. So there should not be any friction. И вот из-за сокращений производится звук. But here in Ujjayi, you can have the sound. Во время But not уджаи here, может быть. something like. It's wrong. Так неправильно. У вас может быть звук, который производит уджая пранаяма, но не в носу. For that you need to learn the sectional breathing, the vibhaga pranayama.
That I will be teaching in the evening. Для этого вам нужно выучить вибхагу пранаяму, это секционное дыхание. Это мы будем учить вечером. How you should move the abdomen, how you should move the chest cavity. Как вам нужно двигать животом, грудной клеткой, ключицами. So can we do again? Nadi Shodhana? Мы можем еще, будем еще делать Нади Шодхану. Будем. More practical. Больше практики. Okay, try not to, without producing the sound. I saw some people were opening their mouth. Некоторые рот открывали. They do. They are opening mouth, so it should not happen. Такого не должно происходить. Постарайтесь, чтобы вы дышали беззвучно. Okay, with the same ratio. That's 4, 12, 8. То же самое соотношение. 1, 3, 2. То есть 4, 12, 8. Sit straight. Close Сядьте your eyes. прямо, глаза закрыты. Okay, close your right nostril with your right thumb. Правую ноздрю, правым большим пальцем закрываем. Leave the left open. Левая открыта. Look at your body. Смотрите на свое тело, внутрь своего тела. Back straight. But Спина прямая. relax muscles. Спина прямая, но мышцы расслаблены. No stiffness. Нет напряжения In the shoulders, neck and the back. в плечах, шее и спине. Okay, with the left. Okay, go 1, 2, 3, 4. Suggest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go 1, 2, 3, 4. Suggest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4. Suggest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do 1, 2, 3, 4. Come back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, I missed the count. Okay. Inhale through the right. 1. Inhale through the right. Вдох через право. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We do 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vidu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vidu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Drop the hands down. Вдох, руку отпускаем медленно. Хорошо. Я хочу добавить, кому тяжело сидеть, подкладывайте что-то под ягодицы, чтобы спина ваша была более прямая. Сложите несколько раз, помните. Yes. Always start the practice with exhalation, end the practice with inhalation. Всегда начинайте практику с выдоха, а заканчивайте вдохом. Left. Через левый. Вдох слева. Always start the practice exhalation through the left, end the practice with inhalation through the left. Начинаем практику с выдохом через For левую final round, сторону. you no need to inhale more. For example, if you are exhaling, then inhale, exhale, inhale, drop. No need to. Начинаем всегда Just выдохом. take little and then drop that. Начинаем выдохом слева, заканчиваем вдохом слева. И не нужно делать последний вдох, опять же, стараться максимально его растянуть. Просто взяли, плавно вдохнули и руку отпустили. So, any questions? Вопросы есть? Скажите, пожалуйста, как правильно, или чем руководствоваться при определении, ну, как бы, вот, счета, количества счета? Соотношение, да? Соотношение, да. Вот как определить, что я правильно выбрал для себя соотношение? То есть какие-то ощущения или чего? So that's why if you find it's very difficult in exhalation, that's all. Only through the exhalation. В общем, с помощью выдоха в основном. Если вам трудно выдыхать, значит, это не ваше соотношение. Если вы выдыхаете легко, ну, я имею в виду, естественно, соблюдая правильное соотношение, тогда это ваше соотношение. If you find your exhalation is comfortable, then you are right. Если вы чувствуете, что ваш выдох комфортный, тогда вы правы. If your exhalation is more difficult, Если ваш выдох затрудненный, you have to reduce the kumbhaka надо уменьшать задержку. and then Ну, а потом снова пробовать. that we will see in the evening. Ну, If как the бы, ratio ну, changes. подробности по поводу соотношения опять вечером. Еще вопросы есть? А вот если когда делаешь таланхару, испытываешь какие-то ощущения в горле, не очень приятно, потому что я просто неправильно делаю. Может, вы слишком сильно напрягаетесь? Сделайте, пожалуйста, Джанхара.
Relax. Just relax. Расслабься, Ask her to расслабься. See, it's making tight. С вашего позволения немного прокомментирую. Сначала нужно шею вытянуть максимально вверх. И потом, когда вы наклоняетесь, не складывается, а шея остается вытянутой. То есть вы как бы не сутулите шею, а сохраняя ее максимально вытянутой, подаете назад, а подбородок вниз. То есть это движение, вот это вот движение назад, я утрированно показываю. But she feels contraction in one place. Получается, что вы фактически вот в этих, выше этих косточек подбородка. Халасана очень помогает вытянуть шею для А, может быть, джамахара. вот как бы, из-за возраста какие-то вот здесь, что-то вот такое вот слишком здесь там движение. And she feels it all her life. То есть это все, все время. It happens all her, she feels it all her life. То есть, это не... But she does more or less right. То есть, делайте вообще более-менее правильно выполняете, так что, если это ощущение уж не совсем такие, есть. She does the Jalandhara Bandha right. То есть вы делаете Джаландхара Бандху правильно. Пусть все попробуют сейчас сделать шаландхар. А Миша, он просто вечером будет подробно рассказывать о Вечером будет подробно про банк. Уже было. Да, вот я тоже. Вечер будет после перерыва, соответственно, после обеда. У нас будет самый мощный практика. У нас будет просмотр сначала. Да, там, просто теория. очень стыкли в том, что Если мы можем сейчас все равно регулировать. нельзя ничего посмотреть, потому что... Сейчас закончим, тогда вечером раньше начнем. Нет, Сейчас мы продолжим. С вечера будет сначала та самая презентация, а уже потом практика формы. They want only the practical. Вам нужна только практика. But it is very essential that if you want to have the practice effective, then you should know how it works. Но дело в том, что если вы хотите, чтобы ваша практика была эффективной, вы должны знать принцип, собственно говоря, как это работает. You should know what is the purpose of the pranayama. Вы должны знать, что является целью пранаямы. Without knowing the purpose of pranayama, if you are doing pranayama, you may get the benefits, but the benefits will be only in the physical level. То есть, если вы не знаете о том, что является целью пранаямы, практикуйте не для этой цели, вы получите положительные эффекты. Но эти положительные эффекты будут только на физическом уровне. So the purpose of pranayama is to unite the prana and apana. The movement of the prana and apana. Целью пранаямы является объединение движения праны и апаны. So for that you should know what is prana, what is apana, what are the 5 pancha pranas. Но для этого вам нужно знать, что такое прана апана, 5 панча пран. You should know where it is, what is its function, how it works. Вы должны знать, где они находятся, каковы их функции, как они работают. What will happen if there is a disarrangement in the prana? Что случится, если неразбериха в пране случается, она течет по неправильному руслу. So you should have all the fundamental knowledge about all the things. Then you are going for pranayama, it will be very good result oriented. То есть вы должны сначала знать основные базовые теоретические вещи, и потом уже переходить к самой практике пранаямы. То есть это хорошая очень база, которая ориентирует вас в нужном направлении. So what is the, as far as the yoga term, yoga itself, union. Вот сам по себе термин йога означает соединение. If there is no union between prana and apana, если нет соединения между праной и апаной, then the purpose of the life goes. Тогда уходит цель жизни. So the very purpose of the pranayama is to unite the prana and apana. То есть основная цель пранаямы – это объединить прану и апану. Then you can go to further practices in Ashtanga Yoga.
И потом вы уже можете переходить к следующим практикам аштанга-йоги. Не аштанга-виньяса-йоги, а аштанга-йоги. From pranayama you can move to pratyahara. Ну, от пранаямы вы продвигаетесь к пратьяхаре. Dharana, then it takes to you meditation. Потом дальше идет медитация, дхарма. Because mere asanas, mere pranayama is not yoga. Поскольку только асана и только пранаяма, это еще не йога. It all the asanas and the pranayamas, all the things which prepares yourself. То есть асаны и пранаямы все это вещи, которые вас готовят, To go to the higher level. чтобы подняться на более высокие уровни. Okay, so we move to the other pranayama. Next pranayama. Давайте перейдем к другим пранаямам в практике. Okay, we do all the pranayamas practical now. То есть давайте будем сейчас все пранаямы просто And then you практиковать. see evening, you see the presentation, and you will get lot of questions also in the evening. So you can ask. А вечером, когда вы все-таки посмотрите эту презентацию, вот, это будет как бы теоретическая уже некоторая часть, и потом вы будете задавать вопросы. So we do the Surya Vedana now. Сейчас мы будем делать Сурья Кхедану. So the technique of Surya Vedana is Техника Сурья Кхедана заключается в следующем. so inhalation is always with the right nostril Вдох всегда идет через правую ноздрю, and exhalation through left nostril, always. а выдох через левую, всегда. It's not like Nadi Shodhana. It's Nadi Shodhana is alternate nostril breathing. We are changing inhalation to exhalation. Whereas in Surya Vedana, the inhalation is right, exhalation is left. То есть в отличие от Нади Шодхана пранаямы, которая является так называемым альтернативным дыханием, то есть мы постоянно ноздри меняем, вот в этой пранаяме у нас постоянно вдох справа, выдох слева, в Сурья Кхедане. All other rules are same as in Nadi Shodhana. А все остальные правила такие же, как в Нади Шодхане. Like closing, inhalation, exhalation, Перекрытие, вдох, выдох, все то же самое. Ujjayi or Jai, Kumbhaka, it's everything is Кумбхака, same. все то же самое. And in the ratio. Да. Is it necessary to give lava prema just it's confusing me? Can you tell right left? I can't tell right, but okay, I will explain it. Да, как бы, ну, поскольку доктор Мадаван путается, когда говорит на русском право, лево, давайте он будет говорить right, право, left, лево, я думаю, всем понятно. То есть, I don't So understand. simply I say right left. It's easy for me. То есть для него так Sometimes I легче. get whether prava right or leva left. It's Он like забывает, где право, что лево, и it's for путается. me little difficult for me. Okay, so sit straight. Так, сядьте прямо. Close your eyes. Глаза закрыли. Close your left nostril with your link, Закрывайте левую ноздрю little and ring finger. своим мизинцем и безымянным пальцем. Shoulders and arms relaxed. Плечи и руки расслаблены. Back and neck in one line. Спина и шея в одну линию. Take a comfortable meditative posture. Примите удобную медитативную позу. Well relaxed hands. Хорошо расслабьте руки. Some people are keeping the arms very straight and stiff. Некоторые люди держат руки очень прямыми и напряженными. Это неправильно. Ensure that no stiffness in your fingers. Убедитесь, что напряжения нет в пальцах. Okay. Exhale through the right. Viduk. Хорошо, выдох справа. Inhale. 1, Вдох. 2, 3, 4. Kumbhaka.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, close the left. Inhale, right again. Снова 1, справа вдох. 2, 3, 4. Close Sajaska. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viduk left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Close the left, open the right. Inhale. Лево 1, закрыли, право открыли. 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, right. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, without sound. 3, Без звука. 4, 5, 6, 7, 8. Dog. Inhale. 1, 2, 3, without sound. 4. Без звука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dog right. 1, 2, 3 without sound. 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dog. 1, 2, no sound. 3, Без звука. 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. 1, 2, 3, 4,
Kumbhaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, drop the hand. Вдох, руку отпускаем. Keep the eyes closed. Глаза закрыты. Gently open. Хорошо, плавно открываем глаза. Okay, is it okay? Все в порядке? Хорошо. Вопрос такой, как правильно дышать после волнующей жизни, да? Не делать пранаяму, а просто, Correct. Every day, day to day life. Yes, yes. Yeah, if you take your mind towards your breathing, for example, if you are a practitioner in pranayama for a long time, Допустим, как бы если вы свой ум if you are practicing pranayama for longer and longer time, whatever the work you do any work, physical work, or you read or write or something, you do your own business or something, the mind will go and remains in your breathing. The part of the mind will go and remain in your breathing, and the breathing will start to move like this. In other time, breathing moves like this. If you are able to do the pranayama in a perfect way for a longer time, then in day-to-day activities, naturally it takes care of you. You no need to force yourself. В ответ, значит, на вопрос следующий, что если вы уже достаточно долго занимаетесь пранаямой, являетесь опытным практиком, да, то ваше внимание автоматически всегда переходит на дыхание, при этом неважно, какой деятельностью вы занимаетесь, там, работа, учеба, бизнес, какая-то физическая активность, все равно ваше внимание будет переходить на дыхание, дыхание станет плавным. Доктор Мадаван показывал, у обычного человека оно вот такое, оно станет плавным. Но это как бы произойдет естественно в результате регулярной и длительной практики пранаямы. Не нужно себя заставлять как-то дышать определенным образом. As a human being, we are supposed to breathe. We should take time for one breath, around 1 minute 52 seconds. We have to take one inhalation and kumbhaka and exhalation. That is the right way of breathing. Для нас, как для человеческих существ, идеальным соотношением дыхания, идеальным по времени является 1 минута 52 секунды. Это на вдох, задержку и выдох. If you breathe in this manner, the life span for the human being is around 120 years. Если вы будете дышать таким образом, продолжительность жизни человека, вот в этом случае, она увеличивается примерно до 120 лет. If you take the horoscope, если взять гороскоп, so we can have the, this. Yes, it does. This, yeah. Карта вот эта вот, So if you go through all the things, it comes around 120 years. То есть вот когда составляется джотиш, это индийский, это ведический гороскоп, там вот в соответствии с картами все рассчитывается на 120 лет. But all the human being should go whole 120 years, but by spending lot of energy in sooner time, so we are dying very soon. То есть как бы по идее человек должен проживать свою жизнь большой. То есть человек должен
Кто-то поставил телефон, отключи. Нормальная продолжительность жизни человека это 120 лет. Но просто дело в том, что в течение жизни человек расходует свою энергию значительно быстрее, от этого быстрее умирает. А минут 52, он имеет в виду на весь цикл? На весь цикл, да. Ну, можете высчитать пропорции. 1, 4, 2, 2. Ну, там может 1, 4, 2, 2, но он еще расскажет про пропорции. Если с удьяной, то 1, 4, 2, 2. Нет, короче, нет, Миш, я просто спрашивала конкретно, на что он говорит. Вдох, задержка, выдох. А, то есть 3 пропорции. А? Нормальное дыхание, обычное. Ну, да, ну если я могу сейчас уточнить, это как бы в обычной жизни. Ну, вы спросите. Что значит идеально, да, вы спросите, то есть я же как переводчик, спрашивайте, я перевожу, отвечаю. Имеется в виду Надя Шоткина, да, или это вообще? Сурья Пхедна, Надя Шоткина. Сейчас спросим. Я думаю, что надо спросить. Пожалуйста, погромче, ладно? В индивидуальной практике, когда мы занимаемся сами, подсчет дыхания целесообразно делать, ориентируясь на внешние источники, типа метроном, там, часы, или все-таки это внутренний счет? No, if you are practicing Nadi Shodhana, Нет, это имелось в виду во время практики Нади Шоткина. for a longer time, whatever work you do, it will come to you automatically. You no need to force at all. То есть, если вы будете Нади Шоткину с таким соотношением практиковать длительное время, да, по многу, то во время обычной активности у вас естественным образом возникнет такое дыхание. Не надо себя заставлять так дышать. Это произойдет само собой. Your breathing will start to move in this manner. То есть ваше дыхание будет двигаться таким образом. Так, второй вопрос был по поводу... Конечно. Да, да. Вдох, задержка, выдох. На вдохе. It's better to internal thing, anything. Whether it's heartbeat or pulse, it's rather than watching outside. Лучше всегда ориентироваться на то, что внутри. Там пульс, какой-то внутренний ритм или частота сердечных сокращений. Это всегда лучше, чем смотреть куда-то вовне. Так, еще был вопрос ваш. Я помню, да. So there is a question. So now you are talking about inhalation, then kumbhaka, and then exhalation. But in the yoga sutras of Patanjali, it said that make exhale and then make kumbhaka. After, yeah. Yes. Yes, we have. Есть That is такое. mentioned, yes. То есть это тоже упоминается. А ваш в чем вопрос заключается? То есть... Лучшая кумбхака какая? Все-таки на вдохе или на выдохе? После вдоха или после выдоха? Хорошо-то. В чем отличие? Как вопрос, Миш, подожди, вопрос был в чем, какая кумбхака лучше, да? Сейчас я переведу этот вопрос. Значит, what kumbhaka is better? After inhale or after exhale? Better. Better kumbhaka is always the inhalation, with inhalation. Antar kumbhaka is always better. Антар кумбхака, то есть после вдоха, всегда лучше. А почему они не пишут Пранаяме вообще? Вот Патанджали about антар кумбхака. Про бахир кумбхака. Он не знает. А вы уверены, что это точный перевод? Задерживай дыхание. Ну, удерживай дыхание, да. Удерживай, задерживай. Вот есть другие переводы. Просто выдохнуть и остановить дыхание. So Sutra says, но это не задержка. Swasa, Речь идет о кивала кумбхаке. Давайте все-таки, господа, послушаем, что говорит. Tasmin sati swasa praswasayo gate vichetah pranayama. This is according to the Patanjali. Вот эта цитата буквальная Патанджали. That includes how you have to inhale, how you have to exhale. То есть она здесь говорится о том, как вы должны вдыхать и как выдыхать. So if you say how, it includes the kumbhaka. То есть если вот вы говорите о том, как вы должны, если говорится о том, как вы должны дышать, это включает в себя кумбхаку. It includes the kumbhaka. Включает кумбхаку. То есть если была бы, видите, был бы текст, он бы просто прочитал на санскрите и перевел. Принесите, да. Да, вы можете так сделать. Только на санскрите принесите, чтобы он прочитал, и мы это можно было обсуждать. Если вы говорите на санскрите. Хорошо, а все-таки, да, то есть я понял, что в обычной жизни насиловать себя не стоит, да, и человек дышит так, как ему лучше, но все-таки при этом стремиться стоит к максимально длинному поверхностному дыханию, да, мягкому, нет, это
максимально длинное, да, глубокое дыхание с максимальными задержками, комфортными для тебя, да, без насилия? Или все-таки это должно быть поверхностное дыхание, которого и не видно со стороны, и вот скорость уже не имеет особого значения? Это во время практики пранаямы? Во время просто обычной жизни. So he understands that during the everyday life you should not force yourself to breathe somehow, but in ideal, what should you aim to? So the breathing must be very, very deep and slow. You no need to do anything. If you take your mind on your breathing, it comes automatically, it flows in a natural way. You no need to force. If you take your mind towards your breathing, it becomes smooth. You no need to force at all. Оно должно быть глубоким и плавным, но не надо, опять же, еще раз доктор Мудаван повторил, этот процесс как-то think about your breathing, it becomes smoother. То есть если вы просто даже подумаете о своем дыхании, оно уже станет мягче, не надо себя заставлять никак это делать. You no need to force yourself. I want to breathe like this. If you think how my breath is, then it started to move like this. То есть не надо себя заставлять, нет, там надо дышать таким-то вот образом. Вы просто подумайте о своем дыхании, оно автоматически уже станет более плавным. Хорошо, станет более плавным. А какой зоной легких вот, в обычной жизни предпочтительно дышать? То есть это именно нижние отделы или опять же не имеет значения? No, it's always better to do the lower part of the lungs. Always. Лучше всегда нижней частью легких дышать. Always. Всегда. То есть, а стоит себя к этому приучать сознательно, то есть максимально долго там обращать на это внимание, да, и привыкать к этому типу дыхания, или что? Ну, или просто It's initially you need the attention. Да, то есть вначале вам, безусловно, нужно какое-то For внимание. example, when you learn a car, Вот, допустим, когда вы на машине учитесь, so you have to sit and we hold the steering very tight, even doing like this. When we do initially. То есть вначале вы садитесь за Once руль, it's become all right, then you do it with a single hand and you do like this. With a single hand we are doing. When we learn first, we are holding the thing like. It happens to all. То есть это нормально, это случается со всеми. Мы начинаем водить машину, вцепились в руль, очень сосредоточенно, а потом уже можем одной рукой там, и пальцами как угодно. И, в общем, в остальных случаях то же самое происходит. Это нормально. It's not only in pranayama, in all practices. Это не только во время пранаямы, но во время любой практики. Even if you take asanas, when you do first, you start to make your body tight and everything. Даже если взять практику асан, да, вначале ваше тело твердое, и вам трудно это делать. Abhyasa makes very easy. Only practice, practice, practice. Абхьяса делает все очень простым и легким. Практикуйте, практикуйте, практикуйте. Одна из проблем – это то, что напрягается диафрагма. И когда задержка, и когда делается выдох. Ужасно долго выполняется, но как-то это вызывает явное напряжение. Диафрагма. Что нужно делать? Да, диафрагма напрягается. Как быть, что делать, как готовиться? Во время вдоха и вообще все время или когда? Нет, если задержка. Выдох тяжелый, напрягается диафрагма. All the time. The diaphragm becomes stiff. Yes, all the time during kumbhaka and then exhalation. I practice. I don't understand. Okay. While practicing pranayama, when a person makes kumbhaka, he feels tension in the diaphragm. And then when he makes exhalation, tension in the diaphragm and maybe some pain. So, if he feels more tension, he has to reduce the kumbhaka time. That's all. Если вы чувствуете какое-то напряжение, причем неважно, где в диафрагме там, или еще где-то, просто уменьшайте время задержки, вот и все. Специальной подготовки для того, чтобы расслаблять диафрагму и так далее. So there should be no preparation to take the tension from the diaphragm away. No preparation, to relax the diaphragm. If you reduce the kumbhaka time, if
if you are not forcing yourself, then it will get relaxed. Если вы не будете себя насиловать, грубо говоря, да, если сократите время задержки, она всем просто будет расслаблена и все. Тогда уже соотношение не будет такое, вот, о котором вы говорите. То есть, как Но говорилось о том, что это не важно. То есть, если, вечером вам будут даваться соотношения 4-2, 1-4-2-2 это идеальное соотношение. Это не значит, что вы все должны сразу его дышать, вот прямо сейчас. Там разные существуют, уровни. Еще один вопрос тогда. Очень, мы когда начинали только в другой группе заниматься пранаямой, практически всегда зевота была. Просто хоть что-то делали, все зевали. Когда делали даже ужая. Курма. За зевоту отвечает. Курма, по-моему, какая-то прана глаза за зевоту. Я не помню, какая из 5 за зевоту. Спроси там прана, которая Анна забыла, как зевоту. Можно показать. Дыва, что-то там. Девадатта? Да. Я не написала просто. It is one of the signs. It is one of the signs when you do the pranayama. Initially it comes. То есть вначале это может происходить, это один из, из признаков того, что вы практикуете пранаяму, ничего страшного. Because the mind settles down. Потому что ум успокаивается. А можно спросить о доктрине Давани, как ежедневно практикуют пранаяму и сколько по времени каждый день? The question is about you. Do you practice pranayama every day and for how much time? No, but I used to go for, it's not possible because my work is something like this. So I have, every day I have to take near about six times the class I have. 6 classes I have to take. So often I used to go for something like weekend vacation for 15 days. I used to go and I used to do my pranayama. То есть, Maybe 4 to 5 hours a day. У доктора Мудавана нет сейчас возможности заниматься каждый день, потому что это его, собственно говоря, работа, да, учить пранаяме. У него где-то 6 классов в день в среднем, но время от времени он берет себе так называемый отпуск, 10-15 дней, и в это время по 4-5 часов в день занимается пранаямой. Он уже объединил прана и апана. Did you unify prana and apana? The question about you. Нет. I didn't get. Нет. Пока еще нет. We are trying our level best. That's all. Он пытается, так сказать, максимально хорошо, как только может, но пока нет. Пусть Маша тогда Мудаван скажет хотя бы приблизительное время, чтобы люди имели представление, что им предстоит делать, сколько им часов в день и так далее. Его соотношение. Чтобы прану и апану объединить. Ну что, потому что у некоторых иллюзия возникает, что можно заниматься по полчаса каждый день, прана и апана объединяться. There is no such ratio. No, there is no. If you keep on increase the ratio, that's all. То есть не существует какого-то четкого соотношения, у вас такое соотношение, все, прана-апана объединится, все будет. Такого нет. Если вы регулярно и постоянно практикуете, это произойдет рано или поздно. Но вот такого однозначного соотношения там за 10, ну и так далее. So the maximum ratio according to the Garanda Samhita. Максимальное соотношение в соответствии с Киранда Самхитой. 20 inhalation. 20 вдох. 80 retention. 80 задержка. 40 exhalation. 40 выдох. Then 60 external retention. И 60 внешняя задержка на выдохе. This is supposed to be the ratio, maximum ratio, which given in classical texts. Это максимальное соотношение, которое дается в классических текстах. Yeah, at one stage, if one stage comes, when you do the pranayama, then you go into the deeper and deeper levels, then the external breathing will stop. The breathing goes through the Surya Nadi and Chandra Nadi will stop. Когда вы практикуете пранаяму, уже очень давно и регулярно, тогда внешнее дыхание, оно постепенно остановится. То есть прана перестанет течь по Индии и Пингали. The internal breathing will start at the time. И начнется внутреннее The дыхание. prana will go inside. Prana. Inhalation, exhalation within your body. Прана уйдет внутрь, вы будете вдыхать и выдыхать внутри собственного тела. У меня вопрос на эту тему интересный.
Когда младенец в утробе, я слышал, что у него как раз только внутреннее дыхание присутствует. То есть он не совершает вдохов и выдохов внешних. Вот, но прана там есть. То есть это об этом идет речь, спросил. So you are talking about the case like this, the case of small babies when they are in their mother's womb. They do not make inhalation and exhalation, but still they say that there is inhalation and exhalation inside. So it is this case. Yeah. Да, об этом это имеется в виду. Подобное. Можно еще один вопрос? Начнем дальше. Сколько вот человеку, который работающий, ну, существующий в социуме и так далее, который, ну, обычной жизнью живет, вот сколько в день, ну, чтобы не перенапрягаться, допустим, сильно рекомендует доктор заниматься пранаямой? So what's the ideal time of practicing pranayama if a person practices every day, but if a person needs a family life, what's the ideal time of practicing? So it is ideal to practice, you can practice the pranayama 4 times a day, early in the morning, in the noon, in the sandhya kalam, in the evening and the night. Ну вот в идеале надо заниматься 4 раза в день, ночью, рано утром, в полдень и вечером. А по времени? So it has to be, everything has to be decided by the individual. Тут надо каждому самому для себя решать. How capable you are. Тогда как На что вы продолжение способны? вопроса, критерий, вот, когда нужно остановиться сегодня, да? То есть, чтобы не переутомить себя. What's the criteria that a person should stop doing? If he feels some tension, it's something, mind tells, okay, it's enough for me today. Some people. А нет ли временных ограничений вот по, допустим, ну, например, знаете, что такое пранаяма, да, то есть ее делать не более там часа, 2, 3, 5, 10 подряд. Сколько можно, чтобы это не было во вред уже? Ну, во-первых, ответ как бы, вот ответ ну, как бы на твой вопрос, да, что когда надо остановиться, ну или когда действительно чувствуешь уже физическую усталость, какое-то напряжение в теле, какие-то неприятные ощущения, или когда ум уже говорит, что все, по некоторому сразу бы. На 30 минут. Some people might say that's all we focus for 3 minutes. But it means, they don't have the full faith. They don't need to do for real sake for themselves. Ну, как бы, если человек, ну, как бы, к вопросу о том, что некоторые люди, и ему говорят остановиться уже через 3 минуты после практики, на это доктор Мадаван ответил, что, как бы, просто означает, что у человека нет достаточной мотивации для практики, как бы, и для достижения истинных целей пранаямы и йоги. А можете это делать? А вот просто еще один вопрос я сейчас задам по поводу продолжительности. And the question about the time. So, what's the maximum time, for example, for practicing Nadi Shodhana? 2 hours, 3, 5, 10? What's the maximum time? There is no exactly, there is a such time. Такого времени нет. No period. In no places they have mentioned like you have to practice such this hours, something like that. As long as you are comfortable, you practice. То есть ни в одном тексте не встречается упоминание о максимальном времени практики Нади Шодхана пранаям, пока вы чувствуете комфорт, можете дышать. Ну, просто суть вопроса в чем, да, вот такой, как бы, я почему спрашиваю, механизм, там, допустим, снятия дыхания с автоматизма, да, там, в некоторых там, современных источниках упоминается, можно сколько минут больше. So, in some texts, in some modern science, some modern scientists think that if you will use pranayama and you will give attention to the breathing, you will make the breathing conscious, it can harm the health because you will not be able to breathe unconscious. With more than, for example, 2 or 3 hours a day. Modern science says. Yes. But that's what I'm telling you, we are not supposed to force. If you are doing it in... Yes, but the question was, but some modern scientists think that it doesn't really matter if you force or you don't force, still you can have problems with your health. So in pranayama, we are trying to gain over our involuntary actions voluntarily. That is the purpose of yoga. Собственно говоря, цель пранаямы и йоги – это сознательный контроль над бессознательными функциями. That is the main purpose of yoga. You are gaining entire body action. You know, there are people, they can reduce their heartbeat, they can bring down the pulse rate. Как бы существуют люди, да, вы полностью контролируете свое тело. Есть люди, которые могут
контролировать частоту собственного пульса, сердечных сокращений. Because these all are involuntary. Это все, естественно, это все бессознательные функции. As per science, it is not in our control. С точки зрения науки контролировать их нельзя. But there are people, they are bringing down. Но люди есть как бы такие, которые это могут делать. But the science accepts, when you bring down, the basic metabolic activity goes down. When there is a reduction in the respiratory rate, where it's a reduction in the heart rate, pulse rate, then the basic metabolic activity called BMR is drastically reduces. By reducing the basic metabolic activity, there is a longevity in the cells happen. This science accept this. Science accept the same thing. Medical science accept this. Но кроме того, наука также согласна с тем утверждением, что если вы сокращаете частоту сердечных ритм, сердечных сокращений, частоту пульса, это различные метаболические процессы, процессы преобразования в вашем организме тоже резко замедляет. Это удлиняет жизнь каждой клетки. Я просто поясню, он не совсем понял. I will explain that some scientists say that, for example, if a person is not a very young son, but he practices, for example, more than, it's just an example, more than 2 hours a day, pranayama, then he will not be able to breathe freely or because, for example, he can go sleep. Ты можешь объяснить, что когда засыпает, дыхание останавливается. Maybe it's not like that. It is not like that because if very purpose of the pranayama itself is to lead us to the spiritual path. It is not in the physical level. He is talking about only the physical level. Yes, but he says that some people say that it is dangerous to practice pranayama more than 2 hours a day because if you will practice it, you will not be able to breathe unconsciously. I don't think so. Ну, как бы он понял, да, что вообще-то он с таким никогда не сталкивался. То есть, в целом, как бы цель пранаямы, да, она не заканчивается только физическим уровнем. Это более как бы тонкий духовный момент. Вот как бы буквально, я просто перевожу то, что он сказал, потому что с такими случаями он не сталкивался, он так не думает. А вот спроси, когда он на длительном курсе пранаямы был, он не слышал там таких случаев? And when you practiced your special course, pranayama course, your teacher's training, did you hear about such cases? What? When you finished your such case? The case is that Danger. Yes, not the danger. The person practiced pranayama more than, for example, 5 hours a day, and it was impossible for him to. Вот доктор Мудаван заканчивал teacher's training, где они занимались по 6-8 часов в день, и он ни разу не сталкивался с таким случаем, ни разу не случалось такого. But there are a lot of cases which they practiced over their capacity. Но существует большое количество случаев, когда люди пересиливали себя, то есть практиковали выше, чем они могут. There are so many cases. Вот таких случаев много. They become mad. Они сходили с ума. Но это если очень много, по 8 часов в день. Okay, we move to the next practice. Давайте к следующей практике перейдем. Сейчас 15. Ну, 2 часа. Да, 5 минут. Спроси, его личное соотношение, которое он практикует. Через 45 минут надо закончить. А вообще закончить? 2. My personal rate is now it's around 8. 8 inhalation. 8 вдох. 32 retention. 32 задержка. And 16 and 8. 16, 8. Как долго доктор Мадалон шел? How long did it take you to reach this? Maybe. Yeah, it's more than 6 years. Больше 6 лет он так занимался. Так, время идет
место. Еще можно повторить, сколько я не расслышал, 8:32? 8, 32, 16, да, 16, 8, 32, 16, 8. Сейчас. Okay, next we move to the tranquilizing pranayama, Brahmari. Теперь мы переходим к расслабляющей, растворяющей, если так буквально переводить, пранаяме, Брахмари. So it's a laya pranayama. Это лая пранаяма. So with which brings down the brain waves, which always moves like alpha, beta waves, will come to the delta line. Которая меняет как бы вот частоту мозговых волн, да, с альфа, бета до дельты. It's called a soothing pranayama, which gives immense tranquility to our mind. Это смягчающая пранаяма, которая дает особое как бы растворение нашему уму. So in this pranayama we are going to produce a sound. Во время этой пранаямы мы будем производить звук, like a bee, honey bee. Подобный звуку пчелы. So it's like more or less chanting the pranava omkar. Это практически то же самое, что вот петь пранаву, звук Because ом. you already learned how to do the omkar. Вы уже научились, как петь звук ом. So in this pranayama, both inhalation and exhalation, both through the nose. Во время этой пранаямы вдох-выдох мы производим через нос, through both nostrils, через обе ноздри. Not with single nose. We are not going to use anyway the hand to have a nasakra mudra, nasika mudra. No. Руку не используем, нет насикагра мудры. So in this we have to take the position like we have to keep the eyes, lips just touching each other. Значит, и при этой пранаяме положение наших губ, они сомкнуты, но они нежно, очень мягко касаются друг друга. There should not be any gap between the lips. Между губами не должно быть пространства, but no pressure. Но не должно быть и давления. Не Don't надо push, сжимать. okay? Just keep gently touching each other. Просто мягко касаются друг друга. Same way the jaws, upper and lower jaws. То же самое челюсти. Like just 1/4 millimeter gap between both jaws. Может быть, там четверть миллиметра расстояние между зубами. Don't keep like this. Вот так не надо. Just keeping your lips and so there will be very little gap. Все очень-очень маленькое расстояние между. So it goes like this. You will tell me detail about the theoretical aspect maybe in the evening. Про теоретические аспекты вечером. So we have to inhale. During the exhalation, just produce a sound like this. So by making this sound, just you have to move your chin little front and back, and in order to increase the frequency, the amplitude of the sound. If you move a little bit front and back, you will see the variation in the sound. At one stage, you started to feel the vibrations in your face. Somewhere in the lips, somewhere in the face. It's like a itching sensation. То есть, техника заключается в следующем. Вы делаете полный глубокий вдох и на выдохе начинаете вот таким образом мычать, производить этот звук. При этом вы немножечко двигаете своим подбородком вперед-назад, и вы чувствуете, как при этом при движении меняется амплитуда, частота звука. И в какой-то момент вы почувствуете, что при определенной частоте у вас начинается такое ощущение вибрации там в щеках, в губах, в лице. Такое вот, похоже немножечко, может быть, какое-то ощущение чесаться, может быть, будут, такие вибрации возникают. Можно? А тон голоса он сам задает или Нет. самовольно воспроизводит? So the tone is there, each one has its own. Yeah. Да, то есть это это ваше личное, да? Да. So it's like it starts smoothly and then go up and then come down smoothly. Don't come down drastically. Don't stop in between. Don't stop abruptly. То есть звук мягко, очень медленно, плавно начинается, продолжается и заканчивается. Не надо резко начинать, заканчивать, обрывать на середине. То есть вы фиксируете то положение, в котором вы ощущаете вибрацию в лице. So it starts like this.
So you have to end smoothly. Don't Мягко start. заканчивается. Don't start like this, and also don't pull it more. Don't think that if you are lengthening your Brahmari, then it's good. It's not like that. Не думайте, что чем длиннее Брахмари, тем лучше. Some people used to do. Так не нужно. It should go very smoothly. It should descend very smoothly. Очень мягко он должен как бы не спадать, сокращаться, не уменьшаться. Чувствуется здесь или в горле? You feel the sound in your chest and in your throat? No, sound will be only in the throat, but vibrations throughout the body. Звук будет только в горле, а вибрации по всему телу. So we do 5 times. First. Вначале мы делаем 5 раз, 5 подходов. So I'll give you the instruction. Inhale, start, then you start. After 1 round, just wait for the instruction again. То есть как бы, ну вот доктор Мадаван будет вам говорить, вдыхаем, начинаем, тогда вы все начинаете, закончили все, снова не начинаем, ждем следующих инструкций. То есть по команде начинаем и заканчиваем. Okay, try to have a very good high amplitude rather than. Старайтесь, чтобы амплитуда была повыше. It should go like this. То есть вот такой звук второй, звук более правильный. То есть не надо очень низко мычать, постарайтесь, чтобы амплитуда была повыше. Okay, sit straight, close your eyes. Сядьте прямо, глаза закрыли. Prepare your body and mind. Готовьте свое тело и ум. Relaxed face. Расслабленное лицо. The smiling face. Улыбающееся лицо. Inhale deeply. Глубокий вдох. Start. Начинаем. Inhale again. Снова вдох. Start. Начинаем. Больше звук громче должен быть. Inhale. Вдох. Start. Inhale. Вдох. Start. Начинаем. Last time. Последний раз. Inhale. Вдох. Start. Начинаем.
keep the eyes closed. Глаза закрыты. Enjoy the resonance. Наслаждаемся резонансом. Gently open your eyes. Плавно открываем глаза. So some strain in the throat, isn't it? Ощущаете некоторые... Initially you feel little discomfort. То есть вначале вы будете ощущать некоторый дискомфорт, неприятные ощущения в горле. So okay, so next step to the Brahmari Pranayama. Следующий шаг Брамари Пранаямы. So we are going to do the Pranayama all together without instruction. Мы будем делать пранаяму все вместе, без указаний. You inhale and you start. Once the air over, then inhale again and do continuously. То есть вы вдыхаете, начинаете выдыхать, издавать звук, как только вы закончили, снова не слушаем остальных, сразу в своем ритме вдохнули и так далее. For 3 minutes. 3 минуты. After the 3 minutes, После 3 минут we give the instruction to close your ear. мы попросим вас закрыть уши. Just you have to take these 2 fingers. Вы берете вот эти 2 пальца. And then take the ear, this one, the small one here. И потом вот козелок вот этот, как бы его вытаскиваете. So pull this one out and then insert the finger. Вытаскиваете наружу, а потом внутрь вставляете палец. Don't do like this. Вот так не надо. Put here and then close. Просто поставьте внутрь и закройте. Okay, don't give heavy pressure like this. Давить не надо. Just gently close. Просто нежно закрываем. Just simply keep the finger on the hole and then place this rest of the 4 fingers on your head. Оставшиеся 4 пальца кладем на голову. Don't strain much to open the hand like this, okay? Just to keep it in a relaxed manner, but don't do like this. Так делать не надо, но с другой стороны слишком сильно напрягать руки, старайся за всех сил раскрыть не нужно. When we say pluck the air or close the air, just you do. But while you are doing the pranayama, just you pluck, okay? Don't stop the practice and then pluck and then start. For example, when we say, if you are in the halfway Brahmari Pranayama, just to close, okay? When we say, plug the air, then stop. Okay, just you can do with the fingers. То есть, значит, еще раз повторяю, что вы кладете пальцы, оставшиеся 4 пальца на голову, не нужно голову изо всех сил сжимать. Вот, и когда мы попросим вас закрыть уши, да, вы не останавливаетесь, даже если вы где-то на середине находитесь, как доктор Мадаван показал, просто плавно уже закрываем и продолжаем. Не нужно останавливаться, потом уши затыкать, потом снова начинать. Там, где вас застал, так сказать, это просьба, там уши затыкаем. After completing the practice, just to keep the eyes closed. После того, как вы завершите практику, просто держите глаза закрытыми, And then open your eyes. а потом откройте. You go. И Sit straight. продолжим, сядьте прямо. Take a comfortable meditative posture. Примите удобную медитативную позу. Close your eyes. Глаза закройте. Okay. Inhale. Вдох. Start. Начинаем. Погромче, пожалуйста, старайтесь.
Сложите локти. Okay, gently open your eyes. Кто еще глаза не открыл, медленно открываем глаза. Could you feel the vibrations? Вы смогли почувствовать вибрацию? You should have the vibrations while you are closing the ear. You have such vibrations. You should get the same experience without closing the ear. Обычно вы начинаете ощущать эту вибрацию, когда затыкаете уши. Вот такую же вибрацию вы должны ощущать, когда просто так делаете брамари. So distinctly you can feel that while you are doing the Brahmari Pranayama, your mind will be no outside. Mind will be always within you. No thoughts. Ну и вы можете явно почувствовать, что во время брамари пранаямы мыслей у вас никаких нет, и ум будет внутри находиться в вас. Only you started to enjoy the resonance of the sound. Вы начинаете просто наслаждаться, слушать вот этот вот резонансный звук. Merging, laya, Лая. take you to the meditation. Подвести вас к медитации. Just calming down the mind. Успокоить ум. А имеет смысл делать брамари пранаяму, скажем, перед сном? Is it good to make Brahmari pranayama before going to sleep? Yes. Да? It's a very good pranayama for insomnia, the people who are suffering from sleeplessness. Это очень хорошая пранаяма от бессонницы. То есть те люди, которые вот страдают от нее, заснуть не могут. For hypertension. Перенапряжение. Это высокое давление, он сказал. Нет, hypertension, это не высокое давление, гипертеншн, перенапряжение. Неравномерная вибрация. По левой половине есть, а по правой нет. It doesn't mean. А это ничего не значит. А вот еще есть вариации, когда звук такой издается и на вдохе, и на выдохе. They're asking about making this sound while inhaling. Yes, it's called Brahmara. Это брамара. The pranayama. But initially it will be very difficult. You started to get the cough severely. Вначале будет очень трудно ее дышать, потому что вы начнете сильно кашлять. Я имею в виду, если вы будете пытаться мычать и со вдохом. It goes like this. Вот так вот. It's a little difficult. Немного сложно. You started to get cough immediately. Сразу начнете кашлять. You're trying. Можете попробовать. Пранаяма вот для чего, что она дает? Какая-то больная. Это то же самое. То есть то же самое, только одна вариант. Yeah, it's a variation. Просто вариация брамари пранаяма, а эффект все те же самые. But Brahmari Pranayama will be relaxed. Брамари пранаяма будет как бы на Brahmara will расслаблении, be more tense. а брамара пранаяма вы будете чувствовать больше напряжения. Вам сложнее будет выполнить. Но не только в брамаре, вот когда при любой пранаяме, особенно при кумбхаках, и вот, кстати, при брамаре, вот возникает какие-то непроизвольные движения тела, вот либо круговые, либо в сторону. На это не стоит обращать внимание, либо это нужно как-то сознательно подавлять. So, if person were practicing not only Brahmari pranayama, but as well as Brahmari as well as the others, he starts to move by consciousness. Should he try to reduce these movements or just don't? Just witness, feel. Да, просто не замечайте, будьте свидетелем. Не надо это делать. Это случается. Не надо The себя people will подавлять. start to practice pranayama in this direction. When they get up, they will stand up from this side. То есть некоторые люди начинают практиковать вот в этом направлении, The whole да, body will встают, и тело, и оказалось, что тело у них разворачивается.
When you practice longer time the pranayama, you start to get the jerk. Подергивания могут начаться перед долгим пранаямой. It all quite often. Это часто достаточно случается, нормально. It's very dangerous to do pranayama on a platform. What is platform? Like a stage, like this. Don't sit in top, it will fall. Окей. Опасно делать пранаяму на платформе, я спрашиваю, в смысле, что значит платформа? Ну, грубо говоря, на любом возвышении упасть можно. There are a lot of people, they have fallen down, they break their head. Очень часто были случаи, когда люди падали и голову себе разбивали. А пранаяму всегда следует начинать делать именно без зажима ушей, а продолжать зажиманием, или по мере освоения можно сразу это делать со второй ступени начиная? Вообще это наоборот. Первая ступень, она уже вторая. То есть, ну я всегда спрошу. So, while initially while practicing drama, pranayama should always start without fingers, without having fingers, and then but is it possible that afterwards when you're practicing pranayama, you should always That's what I'm telling you. You are not supposed to close, but you should have the such vibrations without closing. То есть, в принципе, как бы, ну, в идеале, как бы, техника, она сама в чем заключается? Не надо уши себе закрывать. То есть вы, когда только осваиваете, вы начинаете без затыкания ушей, потом уже затыкаете, для того, чтобы просто почувствовать вибрацию. А просто в идеале такая же вибрация должна возникать, когда руки у вас свободны. То есть, если уже вы опытный, так сказать, практики бравари пранаямы в частности, то уши затыкать себе не надо. Если вы чувствуете вибрацию, то все нормально. А если травма в колене, то пранаяму практиковать в какой позе? If he injured his knee, in what posture should he practice pranayama? Injured in the knee? Yes. It's not able to sit. Not able to sit in the ground. Yes. But not only the ground, he needs maybe some other postures. Maybe sukhasana. Ну, сукхасана But можно. anything you have to cross the legs like this. То есть вы можете сидеть хоть на стуле, неважно, можно в сукхасане, в падмасане, но главное, что должны быть скрещены ноги. If it is not at all possible, no way you can't sit in the floor. Если уж совсем не получается, не можете сидеть You can на sit полу, in the chair and сядьте then на you can стул. cross the legs like И this. вот так ноги скрестить. Don't keep the legs like this. Так нельзя. Just to cross the legs. Скрещивайте ноги. And why should we cross our legs? Because whenever we do any practice, where the mind gets one-pointedness, ekagrata. Когда вот мы практикуем практики экаграты, то есть когда наш ум становится однонаправленным, The body will start to produce a lot of energy. во время этой самой экаграты, однонаправленности ума, тело начинает производить большое количество энергии. So in order to circulate the energy inside our body, we have to keep the legs crossed and also the fingers should have like this. You should have mudra. То есть для того, чтобы заставить энергию циркулировать внутри вашего тела, не выходить наружу, мы должны ее закрыть, как бы, то есть скрестить ноги и, кроме того, пальцы, то есть какую-то мудру нужно делать. You can see distinctly in any meditative posture, even if you take Lord Buddha, he used to sit like this. He never sits the hand like this. He always sits crossed leg. Why? Because the body will produce energy, it will come and it will come this hand and it will pass us to this hand. It will circulate. Если взять любое изображение, даже, допустим, изображение Будды, он никогда не сидит просто так, руки в стороны расставив, в такой позе или делает, допустим, мудру какую-то, потому что во время медитации, во время пранаямы большое количество энергии производится, и для того, чтобы она не выходила через пальцы, а циркулировала внутри тела, то есть по рукам и дальше. If you don't cross, the energy will go through the tip of the fingers. Если вы не будете скрещивать, тогда энергия будет выходить через кончики пальцев. Why the people did like this? Because it's more comfortable when you, for example, any meditative posture, Siddhasana or like this we are doing. Initially we feel it's difficult. Even Buddha used to sit like this. If not else, Buddha would be doing meditation something like this. It's very convenient. I can do meditation. I can do pranayama. Why not? Ну, как бы кажется, вначале так же проще намного, да, вот сидеть, допустим, в падвасане или в сукхасане значительно сложнее. Can't we meditate in this posture? Почему, допустим, да, вот изображение Будды никогда не изображалось там лежащим, так сидящим? Потому что это ведет к потерям энергии. Вопрос был по поводу вирасаны, да? Вирасаны. So,
Virasana in the sense like, you can do Vajrasana, but all should be toes crossed together. You have to cross. You have to cross the toes. В вирасане не надо, можно в ваджрасане сидеть. В ваджрасане, если сидите, You просто have to чтобы cross пальцы the toes. перекрещивались. Можно сидеть в ваджрасане, чтобы были перекрещены пальцы, но в вирасане... Don't sit in this. You can do as asana, but you can't take it as a meditative posture. То есть вы можете делать ее, практиковать ее как асану, но это не медитативная поза. Можно вопрос? Доктор рекомендует пранаяму практиковать до асан или после? It's always after the asana. Всегда после асан. The anga itself, yama, niyama, asana, then comes the pranayama. Вот сами по себе ступени, да, это яма-нияма, асана, а уже потом пранаяма. А вот соотношение времени, допустим, 2 часа практики в целом, утром, сколько времени на пранаяму в это время? So it depends upon his its elevation. If he is a beginner, he need a lot of time for asanas, and then little time for pranayama, and little time for meditation. Это зависит от уровня практикующего. Допустим, если он начинающий, то ему нужно много времени на асаны и мало времени на пранаяму и медитацию. If sometimes his mind is contented with asanas, okay, asana is for me enough. Okay, let me do pranayama. If he got the content, just he can move to little asanas just for warming up, and then he go for pranayama. Если человек чувствует, как бы, уже удовлетворенность, да, что вот хватит, асан с меня на сегодня достаточно, он может, в принципе, переходить к пранаяме. И асан, в принципе, можно немного практиковать для того, чтобы просто согреться, а потом уже пранаямой заниматься. The benefit which you are deriving from asanas, 6 months, you will get the same benefits in 2 months in pranayamas. То есть тот же положительный эффект, который вы получите от полугодовой практики асан, вы можете получить, практикуя пранаяму 2 месяца. Только для этого вам нужно научиться сидеть. Прямой Да. Почему же тогда, практикуя долго пранаямы, погибали рано? Многие. Кто? Okay, thank you very much. See you in the Потому что evening. они неграмотно Всем спасибо практиковали. большое. Они 17 часов сбор, перебарщивали слишком. Have a good lunch. Have a До good rest. 17, давайте с Хорошего 17 вам до отдыха и обеда. 17:20 соберемся и войдем. Можно оставить? А здесь нельзя. Okay, you should this one. Перед, слайд перед этим, где дядька вот. Before? Вот это. So this is how the human body constitutes by Panchabhutas. Here is the Akasha, air, sun, water and the air. Эта картинка представляет собой схематически показывает то, как тело человека состоит из 5 панчамахабхут. Сверху акаш пространство, вот, потом, вот, все двигается, это ветер, солнце это огонь, вода, земля. Следующее. So this is our introduction to the art and science of pranayama. Это вступление к искусству и науке пранаямы. Значит, я буду проводить, да, ты как бы все выведи, а я переведу потом. Значит, я перевожу быстренько. Пранаяма – это 4-я ступень аштанга-йоги Патанджали. Пранаяма – это искусство и наука дыхания, важная часть йоги. И это наука очищения, балансировки, подачи жизни, обретения контроля над универсальной жизненной силой праны в человеческой системе.
Определение пранаямы. Definitions for pranayama. In terminology, the pranasya ayama is pranayama. The pranayama is divided into two parts. One is prana, another one is ayama. So hence it's called pranayama. С точки зрения терминологии, слово пранаяма можно поделить на две части. Первая прана, вторая аяма. We will see what prana, what ayama is. Далее мы увидим, что такое прана, что такое аяма. So according to Patanjali, as I told you in the morning, swasa praswasayo gati vichetaha pranayama. The way how we have to inhale and how we have to exhale. С точки зрения Патанджали, определение пранаямы, That is the technique about pranayama. доктор Мудавак процитировал вам определение пранаямы, это искусство вдоха и выдоха. The science says prana is oxygen. Whether the prana is oxygen? Наука говорит о том, что прана это кислород. Вопрос, действительно ли вы считаете, что прана это кислород? So generally, certainly it's no, oxygen is not the prana. Ну, вообще это не так. Then what is Кислород не prana? прана. Тогда что это такое? The word prana itself can be broken into two parts. One is prana. Pra means exist independently or to have prior existence. Before anything exists. We call the whole world is made up of atoms. Like ana means molecule or cells. The pra means which exists before the ana comes. Before the electron, neutron, proton comes to existence. The prana was present. Что такое прана? Само слово прана его можно разделить на две части. Значит, ана означает мельчайшую частицу, атом или молекулу. То есть весь мир он состоит из мельчайших частиц, из атомов, молекул. Так вот, приставка означает то, что существует независимо само по себе и имеет приоритетное существование. То есть, исходя из этого определения, можно сделать вывод, что прана это то, что является причиной существования атомов и молекул. So hence prana is nothing but the divine force. То есть из этого можно сделать вывод о том, что прана это не что иное, как божественная сила. According to the Vedas and Upanishad, what is prana? Согласно Ведам и Упанишадам, что такое прана? Some Vedic literature says. Там дави, пока цитата не появится. So this is Atharva Veda says. Это то, что говорит Адхарва Веда, одна из частей Вед. So it says like this: Prana praja anuvasti pita putram eva priyam. So how a father takes care of his son, likewise the prana takes care of the whole existence. It says like this. Адхарва Веда говорит, что подобно тому, как отец заботится о своих детях, точно таким же образом прана заботится о всем, что существует. This is the Prashana Upanishad. This is what usually in all yoga institutions used to pray the prayer before the pranayama practices. Согласно Прашана Упанишаде, вот та строчка, собственно говоря, которая пропевается в большинстве йога-институтов перед началом практики пранаямы. In the all three worlds, the prana exists. Oh mother, how the mother takes care of children, like that. Oh prana, take care of us. Значит, молитву можно перевести так. То есть во всех трех мирах существует прана. И подобно тому, как мать заботится о своих детях, то есть обращение к пране, пусть также и она заботится о нас. These are like the God also breathes prana. So like a human and other animals, other creatures from single cell to the human being, all breathes the prana. These are certain. It's from the Taittiriya Upanishad. В Тантре Упанишадов говорится о том, что в общем, все живые существа на планете, животные, люди, они происходят из клеток. И прана сама по себе, она пронизывает все живые существа и клетки в том числе. Классификация праны. Маха прана. Все,
So according to the prana concern, so the prana can be classified into three. One is called Mahaprana, which is supposed to be the divine power, which if it enters in our body, then it's called Mukhya Prana and Upaprana. When it functions in our body, we name it as a Mukhya and Upaprana, like a cloth. Maybe all the clothes is made up of yarn, isn't it? Maybe, yes. Thread. According to the function, we call it as a shirt. When we wear it here, it's called a pant. According to its function, usage, it varies. Similarly, once the prana enters in our body, according to its different nature, we name it differently. But the Mahaprana is the root cause for the Mukhya and Upaprana. So Mahaprana is... Okay. Махапрана, значит, всю прану можно подразделить на три вида. Первый вид — это Махапрана, это универсальная космическая сила, которая является коренной причиной всего существования. И вот Махапрана, когда она проявляется в человеческом теле, она становится Мукхья и Упа-праной, то есть происходит подразделение согласно функциям, положению в теле, подобно тому, как, допустим, любая одежда, она сделана, допустим, из ткани, из льна, например. И если это брюки, то мы называем их брюками, рубашка, но тем не менее суть-то одна, то есть сделана из одного материала. Подобным же образом Маха-прана, когда она проявляется в человеческом теле, это та же самая прана, но она уже имеет несколько другие качества и свойства, и подразделяется на две части — Мукхья и Упа. So the earth rotates because of the Mahaprana, like that. Whatever the happenings according to the natural law, it all by Mahaprana. Воздух движется благодаря Маха-пране. Все, что происходит, согласно законам природы, происходит благодаря действию Маха-праны. This is Mahaprana, from which the entire cosmos moves. Это вот такое изображение Маха-праны, с помощью которой двигается весь космос. So Mukhya Pranas. Виды Мукхи праны. So Pancha Prana known as the Prana. Next. И все там будет 5 пран. Виды Мукхи праны, 5 пран, Мукхи пран, они известны как Прана-апана, Самана, Удана, Вьяна. Там еще человечек появится сейчас. So this is the exact seat for the Pancha Pranas. Like prana lies here, around the chest and the region. The apana is somewhere here. Samana is the fanning for the digestive fire, which fans the digestive fire. Because if we want to, fire want to blow, we need to give certain air. So in order to keep our Jadarakni digestive fire in a proper way, it's fanning inside, it's called the Samana Vayu. So the fire has to be in equal proportion. It should not go up, it should not come down. If it goes up, it burns out everything. If it goes down, we may feel the indigestion, lack of digestive power. So the Samana Vayu which fans the fire inside of it. Значит, виды праны, эта картинка показывает точную локализацию пран в теле. Как видно, что прана находится в грудной клетке, апана где-то там, в нижней части живота. Самана находится в области живота. Это та, собственно говоря, прана, которая поддерживает пищеварительный огонь джатхарагни на должном уровне. То есть, если пищеварительный огонь слишком слабый, вы страдаете от несварения, не переваривается пища. Если огонь слишком сильный, то это тоже может привести к различным проблемам и заболеваниям. Собственно говоря, самана прана, она поддерживает пищеварительный огонь на оптимальном уровне. So then the Udana is supposed to be the chest and head and neck, which is responsible for the deglutation. That means eating the food, vomiting, such a conditions come because of the Udana, and the Vyana is supposed to be in between this. It is entire body which pervades like a blood, which is seat for the Vyana Vayu is the seat for the blood. So blood moves always. It is the transportation which carries all the essential materials throughout the body is the function for the Vyana Vayu.
Значит, место дислокации у данного это горло и голова, и основными ее функциями являются, ну, грубо говоря, сокращательные движения горла. То есть это поглощение пищи, то есть глотание, тошнота, рвота, икота, это зевота, это все функции удана ваю. Значит, вьяна ваю, она подобна крови, то есть место ее дислокации это кровь, удана ваю, она находится по всему телу человека и отвечает за транспортировку любых веществ в теле. Upapranas. 5 упапран. Naga, Kurma, Kirkara, Devadatta and Dhananjaya. These are the 5 Pancha Upapranas. Значит, 5 панчи, ну, панчи это 5 упапран. Нага это отрыжка. Курма это радужица и вот, ну, сам глаз. Курикара это чехота и кашель. Девадатта это зевота. А Дхананджая она производит слизь и увлажняет тело после смерти. Разлагает тело. Nourishes, я буквально перевожу. Nourishes это увлажняет. Ну, вообще-то это они, наверное, на нереакционные понятия. So it is the Panchaprana Vayu. Naga is belching. Вот, как бы подробности. Это отрыжка, что да. изображает? Ну, а как еще? Как ты хочешь изобразить? Глаз, радужица, моргание, курма. Кирукара, чихание, кашель. Ну, еще раз повторяем. Зевота. Сейчас картинка тоже будет. То есть, видимо, это они неправильно используют слово «nourishes». Ну, почему? Вот, когда просто в Питере было, он дополнительно объяснял, что как бы после смерти, то есть образуются вот эти субстанции, вещества, которые как бы растворяют ну, тело. гниет оно, да. Ну да. So next come. This is about, we talked about the prana. Then what is ayam? Это мы поговорили с вами о пране. Что же такое аяма? Ayama means stretching, lengthening and increasing, extending of the prana. Подожди, значит, это означает вытяжение, удлинение, увеличение, протяжение и так далее. Это значение слова аяма. Бабаджи. So the pranayama means increasing the lifespan of the individual breathing. The cosmic prana, pranic force inside the body. Значит, что такое пранаяма? Пранаяма – это увеличение продолжительности жизни индивидуума путем задержки космической пранической силы внутри тела. Улетел. Эта картинка показывала, где расположена прана в нашем теле. Как она расположена? Where the prana situated in our body. 3 тела. Стхула шарира. Стхула шарира, сукшма шарира, карана шарира. Стхула шарира – физическое тело. Сукшма шарира – праническое, энергетическое тело. Карана шарира – ну, тело причинное или каузальное, как его еще называют. Кармическое и так далее. Karma sarira is the causal body. Причинное Or тело. known as linga sarira. Causal means karmic or what? Causal? Causal, what does it mean? Causal means the cause. Yeah, I understand, yes. But it's the same with karma or not? Yeah, it's similar. Yes, it is the body which carries. Yes. Это тело, которое несет нашу, которое содержит нашу карму. The feelings, everything experienced by the Sthula Sharira and the Sukshma Sharira will have the impression in the Karma Sharira. То есть любой опыт, который переживает наше стхула шарира, физическое тело, или сукшма шарира, энергетическое тело, отразится на нашей... When one person dies, Sthula Sharira decays from the Sukshma Sharira, especially from the Antakarnas, Manam, Buddhi, Chittam, Ahangaram, we have 4
parts in the mind. Among the four, chitta will move from Sukshma Sharira to Karna Sharira, and with the Karna Sharira it goes and it takes a new birth. То есть когда стхула шарира, то есть физическое тело распадается, существует в сукшма шарире, с точки зрения теории йоги, как бы 4 составляющие ума, караны. Вот одна из этих составляющих, читта, после человеческой смерти, из сукшма шарира переходит в в общем, в причинное тело и, собственно говоря, идет на следующее перерождение. Коши. 5. Оболочки. You all know about koshas? Вы все знаете, что такое коши? Annamaya kosha, pranamaya. Анамая коша, пранамая коша, манамая коша, виджнянамая коша, анандамая коша, 5 кош. Первое — это физическая оболочка, аннамая коша. Второе — пранамая коша, это написано, жизненная энергетическая оболочка. Манамая коша — ментальная, виджнянамая — мудрость, анандамая — жизнь, благословение, блаженство. Anandamaya means Atman. Yeah, it's bliss. Атма. It's bliss. Caution for pranayama. Предосторожность для пранаямы. Yes, you can translate. Я переведу быстренько. Значит, предосторожности какие? Не пересиливайте себя, то есть не выходите за пределы своих возможностей, не увеличивайте время практики сразу, не практикуйте только с помощью книг и не практикуйте, когда вы серьезно больны. So this is how we have to do the pranayama. So like how we train the tiger, lion and elephant, we have to give that much importance. Because if we are not careful with these animals, it will kill us. Similarly, the sutra says, Yada Singho Gajo Vyagro. Something like you have to train your prana very carefully and very slowly when you do the pranayama. Изображение демонстрирует то, каким образом человек должен относиться к пранаяме. То есть, когда мы приручаем вот таких животных, как слон, тигр, лев, мы должны быть очень осторожны, иначе эти животные могут убить нас. То же самое при практике пранаямы, нужно очень себя аккуратно вести. Предосторожность. Gentle precautions. Это общие. Пустой желудок и мочевой пузырь, нельзя курить, пить, есть отличную пищу, можно и нужно, удобная одежда, устоявшаяся атмосфера, всегда используйте коврик, регулярное время, спина, шея и голова должны быть прямыми всю практику. Еще одно, может, он. Нельзя напрягаться, когда практикуете. Научная база для пранаямы. So or we breathe, it happens. Мы дышим сознательно или это происходит само по себе? Или это просто случается? So if we talk as per science, because of the stimulation from the hypothalamus, the vagus nerve stimulated by which the diaphragm moves ups and downs, this is what the science says. Наука говорит о том, что из-за стимуляции, которая возникает в гипоталамусе, в головном мозге, происходит стимуляция диафрагмы, она начинает двигаться вверх-вниз, поэтому мы дышим. If we are not aware, whether we are aware or not aware, the breathing happens every time. So Сознаем этот процесс или нет, дыхание все равно происходит. it happens by the stimulation of the vagus nerve to the diaphragm. Diaphragm moves, the air comes out. When the diaphragm descends down, the air gets in. Okay, that we will see in later slides. В общем, короче, если коротко, опять же повторяю, что гипоталамус стимулирует нервы, So нервы стимулируют диафрагму, нерв, и он, который стимулирует диафрагму, он начинает двигаться вверх-вниз и, как следствие, впускать воздух в легкие и обратно выжимать. As far as the respiratory system comes, next. Это дыхательная система. Next. System. This is supposed to be the respiratory tract. So from here, the nose, it comes here, when it comes, it goes here. So here lies the epiglottis, where we use the part
for the Ujjayi Pranayama, we use this area in order to close the respiratory tract. Это самое, вот, ну, это в разрезе, так сказать, дыхательной системы человека. Вот здесь находится эпиглотис, это голосовая щель, которую мы используем во время практики уджаи пранаямы. What is breathing? Inhalation and exhalation is called breathing. Normal rate of respiration is slightly higher in women than the men. Normal rate per minute. Newborn babies it's around 40. Что такое дыхание? Один вдох, один выдох называется дыханием. Нормальная частота дыхания у женщин немножко выше, чем у мужчин. И вот далее идут нормальные соотношения как бы, дыхания за минуту. У новорожденных 40 раз в минуту он дышит, годовалый ребенок 30, 2-5 лет 24 раза в минуту, взрослый человек 15-22 раза за минуту дышит. The gases exchange. Как внутрь входит кислород и выводится углекислый газ. When we breathe oxygen, the oxygen goes inside. The final part of these things will be like this. This is called alveoli. Когда мы вдыхаем воздух, воздух проходит дальше по трахеям, там бронхи, легкие, далее до альвеол. When there is excess pressure in the alveoli, the oxygen, there is negative pressure in the blood vessel. It's highly concentrated the carbon dioxide blood. Here we have the oxygenated blood. Because of the pressure variation, it moves from vessels to the alveoli. From alveoli, the oxygen comes to the blood vessels. И что происходит в альвеолах? В альвеолах накапливается воздух, насыщенный кислородом. Там же в кровеносных сосудах накапливается концентрированная кровь, насыщенная углекислым газом. Из-за высокого давления происходит газообмен. То есть углекислый газ переходит в альвеолы, а кислород переходит в кровь. Три фазы пранаямы. Three phases of pranayama is one is puraka. Пурaka, вдох, ричака, выдох, и кумбхака, задержка. Kumbhaka is divided into antar kumbhaka and bhagya kumbhaka. Антар и бхагья кумбхака, антар кумбхака и бахир кумбхака. То есть после вдоха и после выдоха. Задержка на вдохе, внешняя и внутренняя задержка. So here comes the important aspect. The pranayama, the breathing is divided into three parts. Like as I told you yesterday, the Vibhaga pranayama, sectional breathing. One is Adhyama Swasa, that is called abdominal breathing. Madhyama Swasa is the internal or thoracic breathing. Adhyama Swasa is supposed to be the clavicular. This all are, you have to take it as a consideration when you take breathing. Значит, ну, вот уже до этого вам рассказывали о том, что как бы дыхание можно рассматривать как вибагу. Дыхание вибагу пранаяма – это секционное дыхание, которое делится на три части. Первая часть – это дыхание брюшное или диафрагмальное дыхание. Второй тип дыхания – это дыхание реберное и грудное дыхание. И третье – это дыхание ключичное. So this is about the lungs. Это то, что касается The lungs is divided into three parts. Легкие делятся на три части. The 60% of the alveoli present in the lower part of the lungs. 60% альвеол сконцентрированы в нижней части легких. 30% of the alveoli in the middle part and 10% is in the upper part. 30% в средней части и 10% вверху. So when we use the deep abdominal breathing, when you inhale, when the abdomen comes out, you use this area. Когда вы дышите брюшным дыханием, то есть делаете глубокий вдох, вы используете вот эту часть, нижнюю часть легких. When you inhale, if your chest goes up, then you use only this area. Если на вдохе только грудная клетка поднимается вверх, тогда вы используете вот эту часть. So it is better always when you inhale, use this area. И всегда лучше во время вдоха использовать нижнюю часть. Like a small children, when you sleep, naturally the abdomen moves. Как маленькие дети, когда вы спите, живот двигается естественным образом. When you are in a stressful condition, whether you are angry or stressful state, naturally the thoracic cage started to move. Когда вы находитесь в состоянии стресса, например, злость, естественным образом вы переходите к грудному дыханию, то есть начинает двигаться грудная клетка. So always have the abdominal breathing. Старайтесь всегда дышать брюшным дыханием, это идеально.
That comes only when, in case of full yogic breathing. Ключичное дыхание происходит только в случае полного йоговского дыхания. So types of pranayama is balancing, heating, cooling, tranquilizing and vitalizing. Типы пранаямы: балансирующий, согревающий, охлаждающий, растворяющий, дающий жизненную силу. Балансирующий, очищающий пранаямы. Balancing and purifying pranayama, nadi shuddhi or nadi shodhana or anuloma viloma. Нади шутхи, нади шотхана, анулома, вилома. Это одно и то же. It is also purifying as well as the balancing pranayama. Она очищающая, так же как балансирующая пранаяма. Next. Согревающий пранаяма. Surya Bedana, Surya Anuloma Viloma. It's like a heating pranayama. Сурья Бхедана, Сурья Анулома Вилома. Охлаждающий. So cooling pranayama, Sitali, Sitkar, Sadanta pranayama, Chandra Anuloma pranayama. Значит, виды охлаждающих пранаям. Прям Шитали, Шиткари, Саданга пранаямы, Чандра, Анулома, Вилома. Next, tranquilizing or Laya pranayama, what we did in the morning. Brahmari and Ujjayi pranayamas are supposed to be the Laya pranayamas. Так называемые растворяющие или лая пранаямы, это брамари, то, что мы делали утром, и уджая пранаямы. It's called vitalizing pranayama. Пранаямы, дающие жизненную силу. Фастинг. Простое дыхание, вдох-выдох, как происходит движение воздуха при обычном дыхании. Следующий раздел. So what happens when we breathe normally? This is a normal breathing when we are not aware. Это обычное дыхание, которое мы не осознаем. When we read or when we work, when we eat, we also breathe. During that time, only the movement is air goes inside. This one slowly moves, this one comes down, only this area moves. Whereas when you do pranayama, it moves, this moves, this moves. Here you see all the direction we are getting the pressure. И что происходит, в чем разница, когда мы во время обычного, там, допустим, читаем, ходим или делаем обычную работу свою, мы на вдохе, воздух проходит внутрь, поднимается грудная клетка, тогда воздух проходит еще ниже, и только верхняя часть живота чуть-чуть выходит вперед. Когда мы занимаемся пранаямой во время пураки, как вы видите, воздух, давление создается во всех направлениях, и живот расширяется также, не только в верхней части, но и в средней, и внизу. Нади Шутхи. Nadis are energy channels which is present in our pranamaya kosha. Значит, нади — это энергетические каналы, которые находятся в нашей пранамая коше. Это энергетические каналы, по которым прана двигается внутри нашего тела. Нади соединяет ментальное тело, ум или маннамая кошу с физическим телом, аннамая кошей. Поэтому дыхание является мостом между умом и телом. Всего, согласно Кхиранда Самхите, в человеческом теле существует 72 тысячи нади. Наиболее важные из них три. Ида или Чандра нади, солнечный канал. Пингала или Сурья нади, лунный канал. И Сушумна нади. Ида, Чандра, да, простите, пожалуйста. This is supposed to be the Sukshma Sharira where the nadi goes like this. Это вот сукшма шариры, изображение сукшма шариры и расположение нади. Shuddhi means Шутхи shodhana or означает, purification. шутхи или шотхана означает очищение. Очищение нади — это первый шаг пранаямы. Нечистоты и токсины в человеческом теле и уме блокируют и перебивают движение потоков энергии в нади. Эти блоки отражаются как болезни в нашем теле и уме. Поэтому мы должны очистить свои нади.
Но еще она называется балансирующей пранаямой, потому что сама техника. So this is how it goes. This is how the Nadishiti Pranayama works. So this is what I was telling in the morning. То, о чем доктор Бхагаван рассказывал утром. This is supposed to be the ratio, general ratio for pranayama. Общее соотношение для пранаямы. Да, это дело вы можете переписать. Кто как нужно. Вначале дается идеальное соотношение 1, 4, 2, 2, а потом как бы самого простого, постепенно к идеальному соотношению. This is inhalation, it's under kumbhaka, exhalation, that is called external retention. So when you are, this is the maximum ratio, the red one. But when you are a beginner, you are not supposed to do the internal retention. One part inhalation, one part exhalation. Then one part inhalation, then 2 part exhalation. Then one part inhalation, one part retention, 2 part exhalation. Then one part inhalation, 2 part internal retention, 2 part external retention. Sorry, exhalation. Then 1:3:2. This is what we did today in the morning with Nadi Shodhana Pranayama and Surya Vedana. We did 4, 12 and 8 we did. Maximum ratio is 1:4:2. If you accomplish this one, then you can go for here the external retention 1, and finally you can go 1:4:2:2. Значит, это значит вдох, задержка на вдохе, 2-я колонка, выдох, 4-я колонка, задержка на выдохе. Вначале красным цветом дается идеальное соотношение, но начинать вы должны, естественно, не с него. Вначале вы вообще не делаете задержек, длительность вдоха и выдоха одинакова. Когда ваш выдох будет в 2 раза длиннее, чем вдох, вы вводите задержку на вдохе. Но увеличиваете постепенно. Сегодня мы дышали с соотношением 1:3:2, если вы помните, на Адишотхану пранаяму с утра. Когда вы дышите легко, таблица по-другому, но доктор Бхагаван сказал так, когда вы дышите легко, соотношением 1:4:2:0, то есть без задержки на выдохе, вот когда такое соотношение 1:4:2 будет у вас получаться очень легко, вы вводите задержку на выдохе. Ну и постепенно увеличиваете соотношение до идеального. Переписали все таблицы? Кому нужна она? Why we have to do Bhagi Kumbhaka later? Why not before? Because inhalation will be very difficult to get. Inhalation will be more difficult. When you do, initially when you do Там где тройка, Bhagi 1, 3, 2, Kumbhaka, 1. initially, then after the, if you release after the Bhagi Kumbhaka, it goes like very fast. Последнее вводится задержка на выдохе, потому что после нее очень трудно сделать нормальный вдох. Если вы, допустим, даже до этого нормально дышали, потом делаете задержку на выдохе, и после нее вдыхаете, вдох получается очень быстрым. Какой был вопрос, я просто послушала. Да, потому что он сам так потому что сказал. Я не знаю, я хочу. You can try here, like little, you can try. That's what I put only one. Здесь немножечко можно только пробовать, там, ну, чуть-чуть делать. При соотношении 1:3:2 можно вводить задержку на выдохе, но совсем по чуть-чуть. Все, дальше. Максимальное соотношение. 16, 64, 32, 32.
чем больше воздуха мы можем вдохнуть и задержать, тем лучше для нашей жизнеспособности, здоровья и продолжительности жизни. Знаки и симптомы очищенных нади. These are the certain signs and symptoms of the purified nadis. Yatado nadi shuddhihi chinnani bhakyani. Kayasya krisata, your body will become thin. Once if you are doing pranayama in a right manner, when your nadis are getting purified, these all are the symptoms will come. According to Hatha Yoga Pratipika, your body will become thin. You will get light, very good smell in your body, and your Agni will become more, very good digestive fire. These all are certain symptoms. Есть определенные симптомы, которые, согласно Хатха-йога Пратипике, возникают в результате практики пранаямы. Во-первых, тело становится худым, имеет приятный запах, это второй момент. И третий, очень хороший пищеварительный огонь. So this also says the same thing. So your health will be improved enormously. Even though you get good fire, but you don't eat much, you don't need also. Your body will not ask for more food. Even though if you eat very little, you get very good energy, you feel energetic. То есть вот эта шлока, она в принципе говорит о том же самом, о том, что ваше здоровье очень сильно улучшится. И несмотря на то, что у вас хороший будет пищеварительный огонь, вам не нужно будет много еды, вы все равно будете себя держать небольшое количество и чувствовать полными энергии.